каштаны около 4 гектаров. Высота здания почти 50 метров. На его возведение потребовалось около 5 лет. Десятки тысяч камней и самоцветов, дерева, паркета и зеркал. Для воплощения художественного замысла были приглашены самые именитые таджикские мастера резьбы по дереву, флорентийской мозаики, лепки из гипса и обработки камня. Дворец был назван Навруз, что в переводе с таджикского означает «новый день» и знаменует собой равноденствие. Оно издревле отмечается таджикским народом 21 мая. Впервые дворец принял глав государств ШОС на саммите в 2014 году. Одновременно он может вместить более 3000 гостей. Вот в этом уникальном дворце сегодня Таджикистан принимает высокопоставленных гостей. ШОС, 20-летие создания которой празднуется в 2021 году, с первого дня своей деятельности подтвердила: это активная организация и авторитетный международный институт не только в регионе, но и на мировом уровне. And today, under the chairmanship of Tajikistan, the meeting of the Council of Heads of the State of the Shanghai Cooperation Organization is being held in Dushanbe. The Shanghai Cooperation Organization is made up of full member states, observer states, and dialogue partners. The geographical expansion of the organization has helped to increase its prestige on the world stage. Over the past 20 years, the Shanghai Cooperation Organization has become a successful platform for cross-sectorial cooperation, and it's gradually increasing its prestige in international arena. тавре дар навор мебинед бинандагони гироми қадр, кохи муҳташами Наврӯз хеле идона оро ёфтааст ва ба қабули меҳмонон омода аст. таърихи ташаккули созмони ҳамкории Шанхай ба солҳои 90-уми асри 20 рост меояд, вақте ки муаммои ҳалли масъалаҳои сарҳади байни собиқ давлатҳои шӯравӣ ва ҷумҳурии мардумии Чин пеш омаданд. Барои ҳалли он формати панҷгонаи Шанхай ташкил ёфт ва соли 2001 роҳбарони ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии мардумии Чин, ҷумҳурии Қирғизистон, Федератсияи Россия, ҷумҳурии Узбекистон дар Шанхай ҷамъ омаданд ва аз таъсиси як ниҳоди нави байналмилалӣ хабар доданд. дар тӯли 20 соли фаъолият бо саъю талошҳои роҳбарони кишварҳои аъзо, созмони ҳамкории Шанхай ба яке аз мӯътабартарин созмон табдил ёфт ва дар таъмини амнияту суботи минтақавӣ ва рушди ҳамкориҳои гуногунҷабҳаи минтақавӣ нақши калидӣ дорад. ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарофати сиёсати дарҳои кушода, ки ҳамчун ҷавҳари равобити байналмилалӣ маҳсуб меёбад, тавонистааст муносибатҳои нек ва ҳамкории судмандро дар соҳаҳои гуногун ба роҳ монад. Уважаемые телезрители, как говорит наш президент, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ход событий в эпоху глобализации ясно показывает, что ни одно государство в одиночку не способно результативно бороться с современными вызовами и угрозами. При таких обстоятельствах эффективными могут быть лишь согласованные меры и совместные усилия всех государств. В настоящее время членами Шанхайской организации сотрудничества являются 8 государств: Индия, Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. Если говорить о географии охвата ШОС, общая площадь государств-членов составляет 34,3 миллионов квадратных километров. Численность населения более 3,6 миллиардов человек или 43,8% всего населения планеты. ШОС охватывает огромное пространство и широкий круг международного сотрудничества, который объединил Китай, Россию, страны Центральной и Южной Азии. ШОС является крупнейшей организацией в регионе и новой формой сотрудничества государств с точки зрения политического устройства, экономического потенциала, ну и, несомненно, это культурное разнообразие. The active participation of the Republic of Tajikistan in the Shanghai Cooperation Organization is aimed at strengthening good neighborly relations, reliable and friendly relations between the member states and observers of the organization, as well as ensuring security, stability, and sustainable economic development in the region. And Tajikistan, as an independent state and a full member of this organization, plays an important role in making key decisions.
In September 2021, the heads of the state of the Shanghai Cooperation Organization meet in Dushanbe, and in this important event that is timed to coincide with the 20th anniversary of the organization or its anniversary meeting, the results of the 20 years of activity and the directions of its further work will be determined in mutual respect. ҳамин тавр имрӯз дар шаҳри душанбе ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай ки ба 20-мин солгарди таъсиси созмони ҳамкории шанхай бахшида шудааст баргузор мешавад. дар саммити сарони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай дар душанбе сарвазири ҷумҳурии ҳиндустон Нерендра Модди ба тариқи видеоконференсия, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосимжомарт Тоқаев, раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин тариқи видеоконференсия, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Содир Жапаров, сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон Имрон Хон, президенти Федератсияи Русия Владимир Путин тариқи видеоконференсия ва президенти ҷумҳурии Узбекистон Шавкат Мирзиёев, сарони давлатҳои нозир дар созмони ҳамкории Шанхай президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, президенти ҷумҳурии исломии Эрон Иброҳим Раисӣ ва президенти Муғулистон Хурегсух ба тариқи видеоконференсия, президенти Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов ба ҳайси меҳмони фахрӣ, инчунин дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай Владимир Норов ва директори кумитаи иҷроияи сохтори минтақавии зидди террористии созмони ҳамкории Шанхай Ҷумахон Ғиёсов иштирок мекунанд. Дар нишаст инчунин дабири кулли созмони милали муттаҳид ба тариқи видеоконференсия ва роҳбарони созмонҳои минтақавии иттиҳоди давлатҳои мустақил, созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, созмони ҳамкории иттиҳоди иқтисодии Евроосиё иштирок мекунанд. Уважаемые телезрители, мы еще раз напоминаем, что сегодня в Душанбинском заседании 20-го юбилейного саммита ШОС примут участие главы государств ШОС, премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди в режиме онлайн, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь, также в режиме онлайн, президент Кыргызской республики Садыр Жапаров, премьер-министр Исламской республики Пакистан Имран Хан, президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме онлайн, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Также главы государств, наблюдатели при ШОС, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси и президент Монголии Ухнайгин Хурсулех в режиме онлайн. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в качестве почетного гостя, а также генеральный секретарь ШОС Владимир Норов и директор исполкома региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Ҷумахон Ғиёсов. В работе заседания также примут участие генеральный секретарь ООН в режиме онлайн и руководители региональных организаций. The heads of the Shanghai Cooperation Organization member states, Prime Minister of the Republic of India, Narendra Modi, through online participation, President of the Republic of Kazakhstan, Kasim-Jomart Tokayev, President of the People's Republic of China, Xi Jinping, through online, President of the Kyrgyz Republic, Sadir Nurgozhevich Japarov, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Imran Khan, President of the Russian Federation, Vladimir Putin, online, and the President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Miramonovich Mirziyoyev, heads of the state observers of the Shanghai Cooperation Organization. President of the Republic of Belarus, Alexander Grigorovich Lukashenko, President of the Islamic Republic of Iran, Ibrahim Raisi, and the President of Mongolia, Kurelsun, through online participation, President of Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, will take part in this meeting. В ходе юбилейного саммита будут обсуждены основные итоги деятельности ШОС за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия в рамках этой влиятельной организации. Главы государств проведут обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и международного сотрудничества, рассмотрят совместные шаги в рамках ШОС, как преодолеть последствия кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции,
А по итогам Душанбинского саммита ожидается принятие главами государств, членов ШОС, решений о запуске процедуры приема Исламской Республики Иран в качестве полноправного государства-члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Арабской Республики Египет, государству Катар и Королевству Саудовской Аравии. Главы государств-членов также примут решение о новом генеральном секретаре ШОС и директоре исполнительного комитета РАЦ ШОС. бале тавре насиба боно таъкид карданд дар ҷараёни саммити ҷашнӣ натиҷаҳои асосии фаъолияти созмони ҳамкории шанхай дар тӯли 20 сол вазъ ва дурнамои ҳамкории бисёрҷониба дар доираи созмон баррасӣ мешаванд. сарони давлатҳо оид ба масъалаҳои мубрами ҳамкории минтақавӣ ва байналмилалӣ мубодилаи ҳамаҷонибаи афкор намуда иқдомҳои муштаракро дар доираи созмони ҳамкории шанхай баҳри рафъи оқибатҳои буҳроне ки аз пандемияи нави коронавирус ба вуҷуд омадааст баррасӣ хоҳанд кард. интизор меравад ки аз рӯи натиҷаҳои саммити созмони ҳамкории шанхай дар шаҳри душанбе сарони давлатҳои узви созмони ҳамкории шанхай дар бораи оғози раванди қабули ҷумҳурии исломии Эрон ба ҳайси давлати узви комилҳуқуқи созмони ҳамкории шанхай ва додани мақоми шарики муколама ба ҷумҳурии Мисри Арабӣ, давлати Қатар ва шоҳигарии Арабистони Саудӣ қарор қабул кунанд. сарони давлатҳои узв ҳамчунин дар бораи дабири кулли нави созмони ҳамкории шанхай ва директори кумитаи сохтори минтақавии зидди террористии созмони ҳамкории шанхай қарор қабул хоҳанд кард. ҳамчунин интизор меравад ки дар поёни ҷаласа бори аввал дар таърихи созмони ҳамкории шанхай суруди созмон ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мувофиқа расидааст садо медиҳад. ҳамчунин аз рӯи натиҷаҳои саммити таърихии созмони ҳамкории шанхай эъломияи душанбегии 20-солагии созмони ҳамкории шанхай ва тақрибан 30 қарор қабул карда мешавад. Ну и, как сказал мой коллега Садриддин, под председательством президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, состоится первая встреча глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности. В ходе встречи главы государств ШОС и ОДКБ проведут обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане. And dear viewers, today in Dushanbe city, under the chairmanship of the President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon, the first meeting of the heads of the member states of the Shanghai Cooperation Organization and Collective Security Treaty Organization will take place. During the meeting, the heads of the Shanghai Cooperation Organization and the Collective Security Treaty Organization states will conduct a thorough exchange of views on the situation in the territory of Afghanistan. Уважаемые телезрители, участники сегодняшнего саммита продолжают подъезжать к Охи-Навруз. И вот сейчас мы видим, очередная делегация подъезжает к месту, где сегодня состоится юбилейный 20-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. созномаи аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ баргузор гардид ва бо истифода аз ин имконият имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахустин вохӯрии сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ баргузор мегардад ва зимни мулоқот сарони кишварҳои ин ду созмони бонуфуз мубодилаи афкори муфассалро роҷеъ ба вазъ дар Афғонистон анҷом медиҳанд.
Ну а пока многочисленные гости, подъезжая, готовятся к обсуждению важной повестки дня, также любуются красотами, несомненно, шикарными залами величественного Кохи-Навруз, которые сейчас вот наши операторы и режиссеры, буквально и верхний фасад плана, и замечательный зал «Зарандут», в котором будет происходить заседание саммита ШОС, показывают вам. Он достигает высоту 38 метров, зал уникальный, выполнен в белом и золотом цветах, и что в точности соответствует названию «Позолоченный зал». Его стены и потолки украшают национальные орнаменты, вручную выполнены золотой краской. Это около 6000 квадратных метров. Особую царственность этому прекрасному залу придают 16 колонн во весь рост, отделанных в том же позолоченном стиле. И огромная хрустальная люстра в центре купола. Вот сейчас наших режиссеров попросим показать люстру высотой в 22 метра и в диаметре составляет 10 метров и весит 5,5 тонн. And dear viewers, the guests are coming for the festive meeting, and during the Jabal meeting, the main results of the Shanghai Cooperation Organization's activities during 20 years, the state and prospects of bilateral cooperation within the organization will be discussed. The heads of state will conduct a thorough exchange of views on topical issues of regional and international cooperation, consider joint steps with the Shanghai Cooperation Organization to overcome the consequences of this crisis by the novel coronavirus pandemic. бинандагони гироми қадр, гузориши мустақими мо идома дорад. Субҳи имрӯз президенти ҷумҳурии Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳаммадов бо мақсади иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба Тоҷикистон ташриф овард. ҳамин тариқ меҳмонон ба Кохи Наврӯз наздик мешаванд. ҷиҳати инъикоси ин ду саммит ба шаҳри Душанбе бештар аз 500 нафар хабарнигорони дохиливу хориҷӣ номнавис шуданд, ташриф орданд ва тавре ки мушоҳида кардед, тариқи расонаҳои хориҷӣ хеле муфассал дар бораи ин чорабиниҳо дар шаҳри Душанбе гузоришҳо ва хабарҳо инъикос карда шуд. В столицу Таджикистана, город Душанбе, прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедов. Он примет участие в работе заседания Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества вместе со своими коллегами. Напоминаем, большое количество гостей вчера уже Душанбе принимал в рамках сессии Совета безопасности ОДКБ. И вот сейчас Гурбангулы Бердимухамедов присоединяется к своим коллегам. Dear viewers, today morning the President of the Republic of Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, arrived in Tajikistan in order to participate in this famous meeting that is dedicated to the 20th anniversary of the Shanghai Cooperation Organization. интизор меравад ки нахуст ба Кохи Наврӯз роҳбарони созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ки ба ин саммит даъват шуданд ворид мешаванд ва мо дар навор мушоҳида мекунем ки аллакай дар ин ҷо меҳмонон ба толори асосии Кохи Наврӯз ворид мешаванд. баъди чанд лаҳза маҳз дар ҳамин ҷо ҷаласаи сарони шӯрои сарони давлатҳои созмони ҳамкории Шанхай ба кори худ шурӯъ мекунад.
Еще в 2014 году Кохи Навруз принимал уже высокопоставленных гостей. И по мнению международных, как политических, так и экономических экспертов, такой высокий уровень подготовки к мероприятию и культура приема и организации политических и культурных мероприятий не помнят в истории ШОС. И свидетельством этого мнения является обширное и своевременное освещение работы данной встречи в средствах массовой информации, стран-членов, государств-наблюдателей и десятков других стран мира. Ну а над этим работают наши коллеги в специальном, еще раз напомню, пресс-центре, который функционирует в Национальной библиотеке. Более 500 как отечественных, так и зарубежных журналистов сейчас освещают ход предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества. Высокоскоростной интернет и все условия созданы для наших коллег. Much attention is paid to the use of opportunities to strengthen these within the framework of the organization's activities, and further development of activities will be ensured through the coverage of the economic and trade spheres. Considering that a meeting of the Council of Heads of the State of the Shanghai Cooperation Organization will take place in September in Dushanbe, today the attention of the world community is riveted in Tajikistan. And it is expected that the high-level event will bring together the heads of state and near, from and far abroad. اینک طور در نوار میبینیم هیئت حکومت ترکمنستان با رهبری پرزیدنت گوربانگولی بردیمحمدوف با مقصد اشتراک در جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای با کاخ نوروز نزدیک می شود. یادآور میشویم که امروز هم جلسه سران شورای دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای و هم همایش سران دولت‌های اعضای سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی و سازمان همکاری شانگهای اوید با اوضاع منطقه برگزار می شود. همزمان امروز در نظر است که سفری رسمی سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان عمران خان شروع شود و این در نیمه دوم روز البته جریان میگیرد. Уважаемые зрители, да, мы видим президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, подъезжал Кохи Навруз. Его встречает премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода. За годы независимости между Таджикистаном и Туркменистаном сложилась прочная основа сотрудничества. Это как и политическая, так и торгово-экономическая, культурно-гуманитарная сфера. И на основе этих достижений сотрудничество между двумя странами достигло уровня стратегического партнерства. Для развития политического и торгово-экономического сотрудничества два лидера, главы государств, Эмомали Рахмон и Гурбангулы Бердымухамедов, признали необходимым осуществление мер по реализации межправительственной программы торгово-экономического сотрудничества. Она охватывает период до 2023 года. Об этом главы государств говорили на встрече в Туркменистане. Right now, the President of the Turkmenistan Republic, Gurbanguly Berdimuhamedov, was warmly welcomed by our Prime Minister, Koghi Rasulzoda, and welcome to the Koghi Navruz Palace. Руководителя индийской делегации мы видим на экране, также подъехал. Hindustan با کاخ نوروز نزدیک شدند و مهمان را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده استقبال می‌گیرند. The heads of Indian delegation has arrived in Navruz Palace and was welcomed by our Prime Minister. Нужно сказать, что министра иностранных дел Индии Субрахмаяна Джайханшара, находясь в Таджикистане для участия в работе заседания глав государств, принял лидер нации, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Эта встреча состоялась вчера. با کاخ نوروز وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین موحدین وارد می شود و مهمانان پای هم با جلسه وارد می شوند و بعد چند لحظه در کاخ نوروز جلسه شورای سران دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای آغاز می گردد.
инак баъди чанд лаҳза сарони давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай ба кохи Наврӯз мерасанд ва маҳз дар ҳамин ҷо ҷаласа ба кори худ шурӯъ мекунад. Воқеан имрӯзҳо шаҳри Душанбе ба макони баргузории чорабиниҳои муҳим табдил ёфтааст ва хеле зебо оро ёфтааст. мо эҳсос мекунем ки бо таҷрибаи андӯхта мутахассисон дар сатҳи баланд ин чорабиниҳоро омода кардаанд ва таҳти раёсати Тоҷикистон ки ҳам дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ва ҳам созмони ҳамкории Шанхай роҳбари Тоҷикистон раисӣ мекунанд ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳарду ҷаласа раисӣ мекунанд ва ин ҷаласаҳо бо қабули қарорҳои дахлдор албатта барои таҳкими муносибатҳои бисёрҷониба миёни кишварҳои аъзо дар оянда заминаи устувор фароҳам хоҳанд овард. Главы государств через некоторое время непосредственно подъедут к Кохи Навруз, где начнется. А сейчас мы видим руководителей региональных, международных организаций. Их встречает глава МИДа Таджикистана. Ну и тут пока вот остается какое-то время для того, чтобы освещать ход подготовки к юбилейному 20-му саммиту ШОС. Хочется процитировать главу государства Эмомали Рахмона из его речи в 2014 году, когда здесь же, в величественном Кохи Навруз, проходил саммит ШОС. На заре 21 века трудно предположить, что новая региональная организация за короткий исторический период сможет занять свое особое место, как вот тонко подчеркнул президент Таджикистана, в архитектуре международных отношений. Сегодня авторитет ШОС как никогда высок, равно как и ожидания людей, особенно молодежи, которая нуждается в широких возможностях для получения образования, трудоустройства и созидательной самореализации. And the guests are coming each after each other, and as it is fixed in the foreign policy concept of the Republic of Tajikistan, the active participation of the Republic of Tajikistan in the Shanghai Cooperation Organization is aimed at strengthening good neighborly relations, reliable and friendly relations between the member states and observer of the organization, as well as ensuring security and stability in the region. бинандагони гироми қадр, асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кохи Наврӯз ворид мешаванд ва сипас роҳбарони дигар давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба ин ҷо мерасанд ва баъди чанд лаҳза ҷаласа шурӯъ мешавад. мо тавре таъкид кардем, созмону ташкилотҳои бонуфузи минтақавию ҷаҳонӣ бо созмони ҳамкории Шанхай ҳамкорӣ доранд ва намояндагони ин созмонҳо низ ба ин ҷаласа даъват шуданд ва онҳо ба кохи Наврӯз ворид шуданд аллакай ва дар қабули қарорҳо дар ҳузури намояндагони дигар созмону ташкилотҳои байналмилалӣ албатта ин ҷо ҷаласа ҷараён мегирад. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, приехал в Кохи Навруз. Вот буквально минуту назад мы видели эти кадры. Напоминаем тем, кто только что к нам присоединился. Телевидение Таджикистан ведет прямую трансляцию из столичного Кохи Навруз. Несомненно, его называют жемчужиной архитектуры Таджикистана. Здесь сегодня состоится юбилейный 20-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Важно, чтобы через культурно-гуманитарные программы народы наших стран больше узнавали о богатой истории и культуре друг друга, чтобы дружба между нашими народами оставалась очень важно, нерушимой, говорит таджикский лидер. And the founder of peace and national unity, leader of the nation, President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon entered the Nowruz Palace. And it is expected that the heads of the member states will also take decisions on a new Shanghai Cooperation Organization Secretary General and Director of the Executive Committee of the Regional Anti-Terrorism Structure of the SCO. And also it is expected that at the end of the meeting, for the first time in the history of the Shanghai Cooperation Organization, the organization's anthem will sound. дар ин саммит Федератсияи Россияро вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия Сергей Лавров намояндагӣ мекунад ва президенти Федератсияи Россия Владимир Путин тариқи видеоконференсия иштирок мекунад.
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров присоединился к своим коллегам. Российскую Федерацию представляет президент Владимир Путин в режиме онлайн. As we have informed, the head of the Russian delegation, Vladimir Lavrov, will take part in this summit, and the president of the Russian Federation, Vladimir Putin, will take part through online regime. Уважаемые телезрители, мы ведем прямую трансляцию из Кохи-Навруз, и вот наши операторы и режиссеры показывают уникальные залы, в которых будет проходить сегодня. В одном зале церемония фотографирования, в другом непосредственно заседание делегации в расширенном составе, зал Зарандут. Дворец состоит из 12 залов, все они отделаны в национальном стиле, и каждый из которых является собой пример искусства и красоты, отличаясь абсолютно разным цветом. Это разный колорит и разное дизайнерское решение. Посетив дворец, можно получить познавательный экскурс по традиционным видам прикладного таджикского искусства. Здесь гармонично сплелись старинные художественные ремесла таджиков и новейшие достижения в оформлении интерьера. Каждый зал получил название в соответствии с техникой исполнения и стилем. Dear viewers, we recall that we are presenting to your attention a live broadcast from Nowruz Palace about the work of the Shanghai Cooperation Organization Summit, which is being held in Dushanbe, the 17th of September 2021. بار دیگر یادداشت می‌شیم که در سمیت سران کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه سروزیر جمهوری هندوستان نریندرا مودی، پرزیدنت فدراسیای روسیه ولادیمیر پوتین، پرزیدنت رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین طریق ویدیو کنفرانس اشتراک میکنند و دیگر رهبران دولت‌ها علاقه در دوشنبه اند و بعد چند لحظه بعد واردشوی به این قصر با شکوه کاخ نوروز در اینجا جلسه سران کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای شروع می شود. Опираясь на основополагающие принципы, которые закреплены в Хартии Шанхайской организации сотрудничества, всемирно укрепляя шанхайский дух, мы должны последовательно решать взаимосвязанные задачи в обеспечении безопасности и мира в регионе, ответственности ШОС, наращивать взаимодействие и сотрудничество, чтобы через совместное развитие привести наши народы к процветанию, говорит основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. It should be recalled that, dear viewers, the president of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich Putin, will take part through online regime, and as the preparations were underway for highly conducting this festive summit in Dushanbe, today Zarandut Hall is fully decorated for warmly welcoming all the guests.
основатель мира. بار دیگر یادداشت میشیم که جمهوری هندوستان، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، فدراسیون روسیه، ازبکستان، تاجیکستان عضوهای کامل حقوقی سازمان همکاری شانگهای می باشند و در این سامیت باشد سران دولت‌های ناظر در سازمان همکاری شانگهای پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو، پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران ابراهیم رئیسی و پرزیدنت مغولستان اوخناگین خورلسوخ با طریق ویدیو کنفرانس اشتراک می‌کنند. اینچنین پرزیدنت ترکمنستان گوربانگولی بردیمحمدوف به حیث مهمان فخری اینچنین دیرکتوری دبیری کلی سازمان همکاری شانگهای ولادیمیر نوروف، دیرکتوری کمیته اجرایی ساختار منطقوی ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای جمعخان قیاسف اشتراک می‌کند. در این نشست اینچنین دبیری کلی سازمان ملل متحد با طریق ویدیو کنفرانسیا و راهبران سازمان‌های منطقوی این اتحادیه دولت‌های مستقل، سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی، مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا، سازمان همکاری اقتصادی، اتحاد اقتصادی اوراسیا اشتراک می‌کنند. Вот сейчас Садриддин озвучил еще раз список высокопоставленных гостей, которые принимают участие в сегодняшнем саммите. И действительно высокопоставленный, высокий уровень и очень важная повестка дня. И не случайно среди государств-членов ШОС наряду с вопросами стабильности и безопасности в регионе экономика является важным сектором для плодотворного взаимодействия. Расширяется и укрепляется взаимосвязанность стран ШОС. Высокими темпами идет строительство автомобильных и железных дорог, мостов и транспортных переходов. Очередной кортеж высокопоставленных гостей приближается к Охи-Навруз. اینک مهمانان با کاخ نوروز نزدیک می شوند. طور در نوار می بینیم اینجا مهمانان را سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر حسلزاده، پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران تشریف آوردند و در نظر است که پگاه در شهر دوشنبه سفری رسمی پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران دایر می‌گردد و امضای یک قطار سازشنامه‌های همکاری در نظر است. Президент Исламской Республики Иран подъехал к Охи-Навруз. Завтра стартует его визит в Республику Таджикистан, о чем наши коллеги будут вас подробнее освещать, рассказывать о том, какие документы планируется подписать в ходе визита главы Ирана в Республику Таджикистан. Dear viewers, the President of the Islamic Republic of Iran has arrived in Nowruz Palace and was warmly welcomed by the Prime Minister of Tajikistan, Tohir Rasulzadeh. همین طریق پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران سعید ابراهیم رئیسی وارد کاخ نوروز شد و این اولین سفری پرزیدنت بعد انتخاب شدنش می باشد. اینک مهمان نوبتی با کاخ نوروز وارد می شود.
Вот буквально минуту назад мы видели главу иранского государства, подъехал в Кохи-Навруз. Необходимо сказать, что между двумя странами подписано более 160 соглашений, меморандумов о взаимопомощи, взаимопонимании, других документов, которые создают благоприятные условия для развития сотрудничества в политической, экономической, торговой, инвестиционной, образовательной, культурной и других сферах. В 2018 году объем товарооборота составил более 97 миллионов американских долларов. В двустороннем торговле экспорт составил 35,14 долларов США. И мы видим очередного гостя, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Вайнак президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко ба инҷо ташриф овард ва сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода истиқбол гирифтанд. муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Беларус 5 сентябри соли 1996 оғоз гардид ва аз соли 1997 дар шаҳри Минск сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад. дар шаҳри Душанбе бошад. аз соли 2011 сафорати ҷумҳурии Беларус фаъолият дорад. миёни ҳар ду давлат муколамаи мунтазами сиёсӣ дар сатҳи олӣ ба роҳ монда шудааст ва ба таҳким ва густариши ҳамкориҳо пайваста мусоидат менамояд. муносибатҳои миёни ду кишвар ки дар заминаи дӯстии пойдор, шарикӣ ва эътимоднокӣ асос ёфтанд, имрӯз дар самтҳои сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ, илмию техникӣ ва фарҳангу маориф густариш меёбанд. Александр Лукашенко принимал участие в работе сессии Совета безопасности ОДКБ, а 15 сентября во Дворце нации глава государства Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, встречался со своим белорусским коллегой. Эмомали Рахмон в начале встречи подчеркнул, народы Таджикистана и Беларуси объединяют давние, теплые традиции дружбы и уважения друг к другу. И благодаря нашим совместным усилиям отношения сотрудничества между нашими странами за последние годы вышли, как подчеркнул глава государства Эмомали Рахмон, на качественно новый уровень. Dear viewers, as you have already seen, the President of the Republic of Belarus arrived in Nowruz Palace and was welcomed by the Prime Minister of the Republic of Tajikistan, Qohir Rasulzada, and entered to Zarandut Hall. инак президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев вориди Кохи Навруз мешавад. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кохи-Навруз. В настоящее время двусторонние отношения между Казахстаном и Таджикистаном успешно развиваются. Это и политическая, и военная составляющая, торгово-экономическая, научно-техническая, культурная и другие сферы. Высокий уровень отношений подтверждается солидной договорно-правовой базой. Она включает в себя более 100 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. Важным в контексте двусторонних отношений является договор о стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан от 14 сентября 2015 года. Бале ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои дипломатиро бо ҷумҳурии Қазоқистон 7 январи соли 1993 барқарор намудааст. ҳоло асоси шаҳрномавию ҳуқуқии муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Қазоқистонро беш аз 80 санад ташкил медиҳад ки самтҳои муҳими ҳамкорӣ аз ҷумла сиёсию иқтисодӣ, сармоягузорию андозбандӣ, бонкӣ ва гумрукӣ, инчунин ҳарбӣ ва ҳарбию техникиро танзим менамояд. имрӯз дар Тоҷикистон зиёда аз 80 корхонаи муштарак фаъолият дорад ва дар Қазоқистон ҳамчунин корхонаҳо фаъолият доранд. инак президенти ҷумҳурии Қирғизистон Содир Ҷапаров ташриф оварданд. муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон 14 январи соли 1993 барқарор гардидааст. аз моҳи марти соли 1997 дар шаҳри Душанбе сафорати ҷумҳурии Қирғизистон фаъолият мекунад. дар Бишкек низ сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорад. миёни Тоҷикистону Қирғизистон заминаи васеи қарордодию ҳуқуқии зиёда аз 90 санади ҳамкорӣ мавҷуд аст. ҳар ду кишвар иштирокчии татбиқи яке аз тарҳҳои муҳиму стратегии минтақавии Каса 1000 мебошанд.
Глава Кыргызстана подъехал в Кохи-Навруз в связи с развитием межгосударственного диалога. Существует мощная договорно-правовая база, ведется сотрудничество между Таджикистаном и Кыргызстаном в самых различных областях. И, как мой коллега Садриддин отметил, это гидроэнергетический проект «Касса-1000». ҳамин тариқ ду роҳбари давлати аъзои созмони ҳамкории Шанхай, яъне Қазоқистон ва Қирғизистон, инчунин роҳбари давлатҳои нозир Беларус ва Ҷумҳурии Исломии Эрон ба инҷо ташриф оварданд ва ҳайати меҳмонон идома дорад ва баъди чанд лаҳза онҳо низ ба Кохи Наврӯз ворид мешаванд. тавре дар навор мебинем ҳайати нави меҳмонон ба Кохи Наврӯз наздик мешаванд. The President of the Republic of Kyrgyzstan has arrived in Nauruz Palace that was warmly welcomed by our Prime Minister Khohir Rasulzoda. инак президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба инҷо ташриф оварданд. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода истиқбол мегиранд ва муносибатҳои дипломатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон 22 октябри соли 1992 барқарор гардида, аз соли 1995 дар шаҳри Тошканд сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад. дар душанбе низ сафорати ҷумҳурии Ӯзбекистон фаъолият дорад. асоси шартномавии ҳуқуқии муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Ӯзбекистонро беш аз 120 созишнома ва аҳдномаҳо ташкил медиҳанд, ки аз соли 1992 то имрӯз дар самтҳои байнидаулатӣ, байниҳукуматӣ ва байнисоҳавӣ ба имзо расидаанд. аҳднома дар бораи дӯстӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамкорӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 4 январи соли 1993 ва аҳднома дар бораи дӯстии абадӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 15 июни соли 2000 асоси пойдории муносибатҳои дуҷонибаи давлатҳои ҳамҷавор дар давраи соҳибистиқлолии кишварҳо мебошанд. Президент дружеского братского Узбекистана Шавкат Мирзиёев буквально минуту назад подъехал в Кохи-Навруз. И сейчас мы видим кортеж пакистанской делегации. Сарвазири ҷумҳурии Исломии Покистон ба инҷо ташриф оварданд ва муносибатҳои дипломатии байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Исломии Покистон 6 июни соли 1992 барқарор гардид. Сафорати ҷумҳурии Исломии Покистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1993 ифтитоҳ ёфт. Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон бошад дар ҷумҳурии Исломии Покистон 23 феврали соли 2005 ба фаъолият оғоз кард. Тоҷикистону Покистон ҳамчун кишварҳои муҳими минтақа ба тақвияти суботу амният ва густариши ҳамкории мутақобилан судманди минтақавӣ манфиат доранд ва имрӯз дар назар аст, ки сафари расмии сарвазири ҷумҳурии Исломии Покистон Имрон Хон дар шаҳри Душанбе шурӯъ мешавад ва дар ҷараёни ин сафар имзои як қатор созишномаҳои муҳим дар назар аст. Кортежи один за другим подъезжают к Кохи-Навруз. Считанные минуты остаются до старта 20-го саммита ШОС, поэтому мы вот с коллегой буквально не успеваем полностью рассказать о том, какие дипломатические, экономические, культурные, гуманитарные связи связывают наши народы. Буквально минуту назад мы видели кортеж пакистанской делегации. Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Пакистаном были установлены 6 июня 1992 года. Сотрудничество началось с 1991 года. Dear viewers, it was the delegation of the Islamic Republic of Pakistan by the head of the delegation, the Prime Minister of this country, who arrived in Nauruz Palace. Между двумя странами существует межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Она является одним из основных механизмов развития двустороннего. Важный фактор – это экономическое сотрудничество. 2 июля 2019 года в Душанбе состоялось очередное заседание Таджикско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Ну и необходимо отметить, что в первые 6 месяцев 2021 года наблюдается постепенное восстановление товарооборота между нашими странами. За этот период этот показатель достиг 18,9 миллионов долларов США, таким образом увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3%. ҳамин тариқ имрӯз
сафари кории аксари меҳмонҳо ба анҷом мерасад. Пагоҳ бошад дар ҷумҳурӣ идомаи чорабиниҳо ба нақша гирифта шудааст ва маҳз рӯзи 18 сентябр сафари расмии президенти ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ шурӯъ мешавад ва дар ҷараёни ин чорабиниҳо имзои як қатор созишномаҳои ҳамкорӣ дар назар аст. Имрӯз низ мутобиқи муқаррароти расмӣ баъди мулоқоти сарони давлатҳо саммит барои имзои созишномаҳо омодагӣ мегирад ва баъди имзои созишномаҳо албатта нишасти матбуотӣ барои хабарнигорони дохиливу хориҷӣ дар назар аст. Зал «Зарандут» мы вновь видим на экранах. Именно здесь будет проходить заседание 20-го юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества. ШОС охватывает большую территорию и целый спектр регионального сотрудничества, представляя собой новую форму взаимодействия между государствами с разным политическим, экономическим, культурным потенциалом. И Таджикистан является одним из ее полноправных членов и инициаторов. Роль Республики Таджикистан как одного из учредителей ШОС в процессе становления и развития организации является, несомненно, важной и существенной. Таджикистан председательствовал в Совете глав государств в 2008 и 2014 годах. Заседание Совета глав государств-членов состоялось в августе 2008 года в столице Таджикистана, городе Душанбе. واقعا مقام تاجیکستان در این سازمان خیلی با نفوذ است و تاجیکستان همچون کشوری فعال سازمان مراتبه‌های زیاد جانبداری خود را برای به عضویت سازمان پذیرفته شدن جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری هندوستان تاکید نموده بود. ماه سپتامبر سال 2014 در شهر دوشنبه در هفته جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان ترتیب دادن مقام دولت اعضا تصدیق گردیده بود. Делегацию Китайской Народной Республики мы видим на экранах. Напомню, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь будет принимать участие в режиме онлайн в работе 20-го юбилейного саммита ШОС с подписанием совместного заявления между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об установлении стратегического партнерства в преддверии третьей декады дипломатических отношений была открыта новая страница двухстороннего сотрудничества между Таджикистаном и Китаем. Укрепление и развитие двухсторонних отношений, дружбы и сотрудничества с этой страной является одним из приоритетных направлений внешней политики нашего государства. Об этом не раз подчеркивает с самых высоких трибун глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон. همین طریق ویدیو کنفرانس رئیس جمهوری مردمی چین در این کنفرانس اشتراک میکند و هیئت نمایندگان جمهوری مردمی چین را در این سامیت وزیر کارهای خارجی جمهوری مردمی چین نمایندگی میکند و مناسبت‌های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین 4 январи سال 1992 برقرار شدند. سفارت جمهوری مردمی چین در تاجیکستان 13 مارس سال 1992 و سفارت جمهوری تاجیکستان در چین 7 اپریل سال 1997 با فعالیت آغاز نمودند. جمهوری مردمی چین چون شریک استراتژی جمهوری تاجیکستان تحکیم و گسترش رابطه‌های دوستانه مملکت ما با دولت چین یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی تاجیکستان میباشد. حجم مبادلات مال و محصولات میان دو کشور از 2 میلیارد دلار آمریکایی زیاد بوده. چین با سگانه بزرگترین شریکان تجارتی تاجیکستان شامل میباشد. شرکت‌های زیادی با نفوذ چینی در تاجیکستان فعالیت کرده هستند. And dear viewers, the delegation of the People's Republic of China has arrived and entered to the Nowruz Palace. It should be recalled that diplomatic relations between the two friendly and neighboring countries were established on January 4th, 1992. طور در نوار می‌بینیم اینجا خبرنگاران زیاد جمع آمدند و محض در همین جا در تالار زرندود جلسه شروع می‌شود و بعدی عکس خاطروی سران دولت‌ها وارد این تالار می‌شوند. Мы видим, что главы государств готовятся к очень важному историческому моменту. Фото на память, церемония фотографирования должна состояться в одном из залов Кохи Навруз. И вновь наши операторы перешли в зал Зарандут, позолоченный. Зал, где и состоится заседание глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. 20-й юбилейный саммит, напоминаем вам, уважаемые телезрители, проходит у нас в столице Таджикистана, городе Душанбе.
واقعا تحکیم باوری متقابل دوستی و همجواری نیک بین دولت‌های اعضا رشد همکاری‌های بسیار جانبه با مقصد نگهداری و تحکیم صلح، امنیت و ثبات در منطقه مساعدت به تأسیس ترتیبات نو بین الخلقی در این سازمان البته طی سالهای آخر قرارهای خیلی زیاد قبول گردید و در تحکیم مناسبت‌های بین دولت‌ها این سازمان نقشی مهم دارد. در نوار می‌بینیم پرزیدنت جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو با مکان عکسگیری نزدیک می‌شوند. اینجا سرور دولت بلاروس رو президент جمهوری تاجیکستان محترم эмомали раҳмон استقبال می‌گیرند. Как часто говорит наш президент, братские народы связывают Беларусь и Таджикистан давние традиции дружбы, братства, добрососедства, теплое рукопожатие Эмомали Рахмона и Александра Лукашенко. Tajikistan and the Republic of Belarus have good relationships in different spheres, and the President of the Republic of Belarus is coming for taking memorable photo. Все сегодня нам говорит, нам, душанбинцам, гостям столицы, о том, что у нас именно Душанбе принимает высокопоставленных гостей. Проезжая по городу, мы видим уникально высаженные цветочные гаммы в виде числа 20, внутри которого размещена эмблема ШОС в обрамлении флаги государств-членов ШОС, атласная ткань. Это символ нашей таджикской культуры, а в середине надпись «Душанбе 2021» как место проведения юбилейного саммита государств-членов ШОС. واقعا با استقبال این سامیت شهر دوشنبه خیلی زیبا و گوارا است و بنا به اندیشه کارشناسان سیاسی و اقتصادی جهانی چنین سطح بلند آمادگی به برگزاری چهاربینی و مدنیت استقبال و تشکیل چهاربینی‌های سیاسی و فرهنگی را تاریخ سازمان یاد ندارد و گواه این اندیشه‌ها انعکاس وسیع و سریع جریان کار جلسه در واسطه‌های اخبار عامه کشورهای اعضا، دولت‌های ناظر و مشاهد و ده‌ها دیگر مملکت‌های عالم میباشد. اینک در نوار می‌بینیم مهمان نوبتی با مکان عکس گیری نزدیک می‌شوند. Sadir Nurgashoyevich Japarov. Президент جمهوری قرغیزستان صادر جاپارов رهبر دولت قرغیزستان را президент جمهوری تاجیکستان محترم эмомали раҳмон استقبال می‌گیرند. Президента Кыргызстана встречает лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. The President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon, is welcoming the President of the Kyrgyz Republic. البته موقع تاجیکستان همچون کشور رئیسی کننده در سطح بلند تشکیلی و برگزار نمودن این چهاربینی خیلی با موقع است و مساعدت بیش از پیش و رشد و توسعه همکاری‌های سودمند سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و گومانیتری و امنیتی در چارچوب سازمان از هدف‌های اساسی کار جانبی تاجیکستان همچون کشور رئیسی کننده بود. اینک президент جمهوری قزاقستان قاسم جومرت توقیف با مکان عکسبرداری نزدیک میشوند. اینجا президент جمهوری تاجیکستان محترم эмомали раҳмон президент جمهوری قزاقستان را استقبال میگیرند. Главе государства подходит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Теплое рукопожатие. The head of the state, His Excellency Emomali Rahmon, is welcoming the President of the Republic of Kazakhstan. اینک президент جمهوری اسلامی ایران رئیسی ابراهیم رئیسی با میدان عکسگیری وارد شدند و президент جمهوری تاجیکستان محترم эмомали раҳмон президент جمهوری اسلامی ایران را استقبال گرفتند. اینک نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان عمران خان آماده وارد شوی به مکان عکسگیری هستند. Премьер-министр Исламской республики Пакистан Имран Хан подходит к главе государства, уважаемому Эмомали Рахмону. Чуть ранее президент Исламской республики Иран Ибрахим Раиси поприветствовал нашего президента. Итак, напомним, визиты гостей зарубежных Пакистана и Ирана стартуют в столице Таджикистана, городе Душанбе. Руководитель российской делегации, министр иностранных дел Сергей Лавров подходит к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону. Главы государств, руководители делегаций готовятся к церемонии фотографирования. اینجا وزیر کارهای خارجی فدراسیای روسیه سرگئی لاوروف با مکان عکسبرداری آمدند و با президент جمهوری تاجیکستان اینجا قرار دارند. رهبر هیئت جمهوری مردمی چین
The head of the Chinese delegation is coming. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И подошел к главе Таджикистана. Напоминаем, председатель КНР Си Цзиньпинь примет участие в режиме онлайн в работе 20-го саммита ШОС. Иностранных дел Республики Индия Субраманиам Джайшанкар. инак роҳбари намояндагии Ҳиндустон ба инҷо омаданд. Делегации Индии подошел к президенту страны, уважаемому Эмомали Рахмону. Тепло и радушно встречает Таджикистан, высокопоставленных гостей, глав государств, руководителей делегаций, тех, кто прибыл в Таджикистан на 20-й юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Уважаемые телезрители, напоминаем, телевидение Таджикистан ведет прямую трансляцию из Кохи Навруз. Садриддин, вы говорили о том, как красиво высажены цветы по центральным проспектам города. Спасибо мэрии столицы об этом. И говорят многочисленные гости о том, что у вас, наверное, цветы круглый год цветут в Таджикистане. вале мо инро дар гузоришҳое ки тариқи воситаҳои ахбори оммаи хориҷӣ пешниҳод гардид мушоҳида кардем ва душанбе воқеан ҳам ба як макони зебо табдил ёфтааст ва инак дар навор мебинем ки президенти ҷумҳурии Туркманистон Гурбонгулӣ Бердимуҳамедов ба макони аксбардорӣ наздик шуданд ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарвари давлати Туркманистонро истиқбол мекунанд. Ёдовар мешавем ки ҷумҳурии Ҳиндустон, Россия ва Чин тариқи роҳбаронашон тариқи видеоконферонс баромад мекунанд ва ҳайатҳои намояндагии Ҳиндустон, Чин ва Русияро вазирони корҳои хориҷӣ дар инҷо намояндагӣ мекунанд. Очень теплое, дружеское, долгое рукопожатие президента Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедова и Эмомали Рахмона. И сейчас мы видим на экране президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Right now, the president of the Republic of Uzbekistan, our neighborhood country, is coming for taking photo with the president of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon. ва инак президенти ҷумҳурии Узбекистонро Шавкат Мирзиёевро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истиқбол гирифтанд. баъди қабули давраи раёсат дар созмони ҳамкории Шанхай аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рамзи 20-солагии таъсиси созмони ҳамкории Шанхай тасдиқ карда шуд. рамзи мазкур дар намуди адади 20 дар шакли мудаввар кашида шуда дар қисми болои он парчамҳои давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, дар қисми поёнии атлас ҳамчун нишонаи фарҳанги мардуми тоҷик ва дар мобайни он навиштаҷоти Душанбе 2021 ҳамчун макони баргузории чорабинӣ тасвир ёфтаанд. дар ҳалқаи дуюм навиштаҷоти созмони ҳамкории Шанхай бо забони русӣ ва чинӣ ҷой дода шудааст ва дар маркази давра сайёраи замин тасвир ёфтааст. ҳамчунин таҳти роҳбарии сарвазири мамлакат кумитаи тадорукот ташкил карда шуд. аллакай дар доираи раёсати Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай чандин маротибаҳо чорабиниҳои муҳим баргузор карда шуданд ва торномаи расмии раёсати Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай бо 4 забон тоҷикӣ, русӣ, чинӣ ва англисӣ фаъол гардид. Гайр аз ин дар Да, сейчас мы видим, что главы государств подошли на площадку, где состоится фотографирование на память. дар ҳамин мавзеъ аксбардорӣ, акси хотиравӣ аз ин саммити ҷашнӣ баргузор мешавад. инҷо роҳбарони давлатҳои аъзо ва кишварҳои нозир ҷамъ омаданд. роҳбарони созмону ташкилотҳои бонуфузе ки бо созмони ҳамкории Шанхай ҳамкорӣ доранд, онҳо низ дар инҷо қарор доранд ва албатта дар шаҳри Душанбе маркази дӯстӣ ва ҳамкории созмони ҳамкории Шанхай таъсис дода шуда пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ба нишасти ҷашнӣ ва таърихии сарони кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай хеле
дар сатҳи баланд омодагӣ гирифт ва эҳсос мешавад ки дар сатҳи баланд ин чорабинӣ ҷараён дорад ва меҳмонон ҳам хеле хушҳол ҳастанд, зеро воқеан ҳам Тоҷикистон дар сатҳи баланди ташкилӣ ва фарҳанги волои меҳмоннавозӣ меҳмононро истиқбол кард. Басо рамзӣ ва боиси ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонист ки иҷлосияи ҷашни сарони кишварҳои аъзо, яъне 20-солагии созмони ҳамкории Шанхай маҳз дар шаҳри Душанбе, пойтахти Тоҷикистони соҳибистиқлол баргузор мешавад. Ну и вот так вот фотография на память сделана в центре фотографии. Председатель Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в 2020-2021 году. Это наш лидер, президент, уважаемый Эмомали Рахмон. Все мероприятия этой организации осуществляются под председательством таджикской стороны. It should be recalled that the 20th anniversary of the Shanghai Cooperation Organization is being held in Dushanbe under the chairmanship of the President of the Republic of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon. Девиз председательства Таджикистана в ШОС, 20 лет ШОС, сотрудничество во имя стабильности и процветания. ҳамин тариқ ҳамаи сарони кишварҳои аъзо ва кишварҳои нозир вориди ин толор шуданд ва баъди чанд лаҳза ҷаласа шурӯъ мешавад. Албатта ҷаласа таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ҷараён мегирад, зеро Тоҷикистон дар ин созмон раисикунанда аст ва ҷаласа таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён мегирад. Ну, буквально через минуту, согласно графику, вот четко начинается заседание Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Dear viewers, after several minutes, the festive summit, such historical event, will be held in Nauruz Palace in Dushanbe, the capital of the Republic of Tajikistan.戴那口罩都是我们送的吧？
уважаемые главы государств и делегаций, дорогие друзья, приветствую вас в Таджикистане. Для Республики Таджикистан большая честь принимать юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Прежде всего, хотел бы искренне поздравить всех присутствующих с 20-й годовщиной создания нашей организации. За эти годы ШОС успешно прошла путь становления и утвердилась в качестве эффективного механизма многостороннего партнерства на основе равноправия, учета интересов друг друга, взаимного уважения, доверия и поддержки. Сегодня ШОС по праву занимает достойное место в ряду международных структур, устойчиво растет его авторитет на международной арене. За 20 лет мы твердо, следуя целям и задачам, изложенным в Хартии ШОС, прошли большой путь и можем гордиться совместно проделанной работой. Сегодня перед организацией стоят не менее ответственные задачи, чем те, что ставились в начало пути. Уверен, что мы, укрепляя диалог и расширяя взаимодействие, сможем умножить свой вклад в деле обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития на региональном и глобальном уровне. Уважаемые коллеги, позвольте представить для рассмотрения повестку дня сегодняшнего заседания и регламент нашей работы. Во-первых, нам предстоит обсудить основные итоги деятельности ШОС за истекший период, состояние и перспективы нашего многостороннего взаимодействия. Во-вторых, предлагается обменяться мнениями о совместных шагах в рамках ШОС по преодолению последствий пандемии коронавирусной инфекции. В-третьих, мы обсудим актуальные вопросы регионального и международного сотрудничества. И последнее, нам необходимо будет принять решение о следующем председателе в ШОС. Касательно регламента нашей работы, предлагаю придерживаться существующей практики. Так, первыми выступают государства-члены, затем слово будет предоставлено руководителям постоянно действующих органов ШОС. Далее попросим выступить государства-наблюдателей. Следом за ними передадим слово нашему уважаемому почетному гостю. В завершение заслушаем послание Генерального секретаря ООН. Предлагаю определить время выступления для руководителей государств в пределах 10 минут и до 4 минут для руководителей постоянно действующих органов и делегаций ООН. После выступления будет организована церемония подписания документов. Будут ли другие мнения по повестке и регламенту нашей работы? Если нет, то утверждается. Уважаемые коллеги, позвольте мне, как председателю Совета глав государств, выступить первым. Уважаемые главы делегации, Душанбе очень хорошо помнит саммит Шанхайской пятерки в 2000 году. Тогда главы государства в столице Таджикистана обсуждали необходимость создания международного объединения, построенного в формате многостороннего партнерства. Через год в Шанхае появилась организация нового типа, которая сразу же стала частью общемирового политического контекста, фактором серьезного международного звучания. Компасом, ведущим нашу организацию по собственному пути развития, стало принятие Хартии ШОС, в которой нашли отражение нашей общей ценности и принципы взаимодействия. Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве закрепил отношения между государственными членами ШОС, создал необходимые условия для совместного развития.
С первых дней мы поставили перед собой сложную, но выполнимую задачу совместными усилиями обеспечить устойчивое развитие региона, коллективно противодействовать общим для всех нас вызовам и угрозам. Принятая в день создания организации Шанхайская конвенция по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом стала новаторским международным документом, который сплотил государства-члены на борьбу с тремя злами. Форпостом этой борьбы выступает региональная антитеррористическая структура ШОС, которая проводит большую практическую работу. Открылись широкие возможности для налаживания торгово-экономического сотрудничества. Многого удалось достичь в культурно-гуманитарной области. Взаимодействие стран ШОС в этой области было направлено на всемирное расширение рамок диалога цивилизаций и наращивание сотрудничества в областях культуры, образования и других сферах. Уважаемые коллеги, с начала 21 века мир стремительно меняется. Текущая международная обстановка отличается высоким уровнем напряжения, кризисом в системе международной безопасности и доверия, ростом конфликтного потенциала. Главными угрозами безопасности на пространстве ШОС остается международный терроризм, экстремизм, сепаратизм, трансграничная организованная преступность, включая незаконный оборот наркотиков и киберпреступность. Особую тревогу вызывает ситуация в Афганистане, где наряду с политическим налицо крупнейший в новейшей истории гуманитарный кризис. Последнее решение по составу правительства Афганистана ясно указывает на то, что движение «Талибан», игнорируя этническое многообразие Афганистана, идут по пути формирования правительства с доминированием одного этноса. Мы хотим видеть Афганистан свободным от терроризма и наркотиков, мирным, единым и успешно развивающимся государством. Считаем, что политический режим в Афганистане должен опираться на свободном волеизъявлении афганского народа без вмешательства других стран. Навязывание любого политического строя Кабулу без учета голоса афганского народа, состоящего из различных этнических групп, может привести к большим негативным последствиям. Очевидно, что ситуация в Афганистане непосредственно влияет на безопасность Центральной Азии. За почти полувековую гражданскую войну Афганистан превратился в арену геополитических игр, последствия которых миру хорошо известны событиями 2001 года, повторение которых не исключено. Поэтому мир не должен оставаться безучастным к судьбам афганского народа и его соседей, которым предстоит преодолеть тяжелые проблемы военного и гуманитарного свойства, вызванные выводом сил западной коалиции из этой страны. Таджикистан неоднократно призывал международные организации, такие как ООН, Международный комитет Красного Креста и другие, оказать экстренную помощь афганскому народу и, в частности, населению провинции Паншер, которое около 2 месяцев находится в полной блокаде. В этих условиях считаем необходимым принятие конкретных мер для противодействия исходящим из Афганистана вызовам и угрозам, в том числе путем усиления потенциала региональной антитеррористической структуры ШОС и активизации взаимодействия правоохранительных органов и специальных служб нашей страны. Уважаемые участники заседания, пандемия сильно подорвала мировую экономику. У стран ШОС есть все условия для быстрого восстановления, в том числе налаживания торгово-экономического сотрудничества. Одновременно предлагаем подумать над формированием стратегии экономического развития региона до 2030 года. Созданные механизмы сотрудничества, в том числе в сферах промышленности и энергетики, должны работать эффективно. Сотрудничество в сфере цифровой экономики и внедрения инновационных технологий
развитие инфраструктуры и укрепление транспортной взаимосвязанности послужит отправной точкой экономического роста нашей страны. Развитие транспортной инфраструктуры является важным составляющим экономического взаимодействия в рамках ШОС. Необходимо идти по пути формирования единой транспортной системы государств-членов ШОС и эффективно использовать транзитный потенциал наших стран. Вновь подчеркиваем необходимость выработки правовой основы и договоренности по бесперебойной работе транспорта в условиях пандемии и чрезвычайной ситуации для перевозки товаров первой необходимости, включая продовольствие и медикаменты. В этом контексте принимаемое сегодня совместное заявление по продовольственной безопасности является весьма своевременным. Уважаемые главы делегации, культурно-гуманитарные направления сотрудничества в рамках ШОС традиционно занимают важное место. В рамках своего председательства Таджикистан выдвинул ряд новых инициатив, которые должны расширить сотрудничество в данной сфере. Так, в целях продвижения в рамках ШОС вопросов гендерного равенства в нашей стране был успешно проведен 3-й женский форум ШОС. Уважаемые коллеги, сегодня, когда мы примем решение о предоставлении статуса партнера по диалогу Арабской Республики Египет, государству Катар и Королевству Саудовской Аравии, семья ШОС вырастет до 21 государства. Запуск процедуры приема Исламской Республики Иран в качестве полноправного государства члена ШОС ознаменует начало качественно нового этапа развития ШОС. Мы ожидаем, что государственные наблюдатели при ШОС продолжат вносить свой вклад в деятельность ШОС, дополнять общие усилия государств-членов в борьбе против новых вызовов и угроз, развития экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Нам надо и далее стремиться к укреплению сотрудничества ШОС с Организацией Объединенных Наций и ее учреждениями. Уважаемые коллеги, в конце декабря текущего года истекает сроки полномочий генерального секретаря ШОС Владимира Норова и директора исполнительного комитета РАЦ Джумахон Гиясова. Хотел бы поблагодарить их за хорошую работу и пожелать успехов в дальнейшей деятельности. Предлагаю поддержать предложенные Китайской Народной Республикой и Республикой Узбекистан кандидатуры на должности руководителей постоянно действующих органов. Соответствующие решения по ним примем при церемонии подписания документов. Желаю им плодотворной работы. Уважаемые коллеги, сегодня завершается председательство Таджикистана в ШОС. Получив в прошлом году эстафету председательства, мы стремились к тому, чтобы выстраивать работу на сложившихся традициях преемственности и уважительного отношения к мнению каждого государства-члена. Несмотря на пандемию и ограничения, нам удалось не только сохранить темп взаимодействия, но и придать динамизм работе механизмов сотрудничества с ШОС. При поддержке государств-членов и постоянно действующих органов мы провели около 100 совместных мероприятий. Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить государства-члены за поддержку нашей инициативы об учреждении положения о гимне ШОС. Сегодня, по завершении нашего заседания, гимн ШОС впервые в истории организации прозвучит в этом зале. Он станет еще одним ярким символом приверженности организации делу мира и безопасности, совместному развитию и процветанию в регионе. Уважаемые коллеги, согласно принятому порядку председательства в ШОС, на предстоящий период переходит к Республике Узбекистан. Поздравляю уважаемого Шавката Мирамоновича с принятием эстафеты председательства и желаю узбекским друзьям больших успехов в осуществлении этой почетной миссии. Будем оказывать всяческие содействия
в реализации планов узбекского председательства. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, перейдем к выступлениям глав делегаций. Слово предоставляется премьер-министру Республики Индии господину Нарендру Моди. Пожалуйста. Excellencies, Namaskar, good morning. To begin with, I would like to congratulate President Я бы хотел поздравить президента Рахмона с успешным председательством в Совете глав государств, членов ШОС. Таджикское председательство эффективно управляет организацией в очень сложных глобальных и региональных условиях. В этом году 30-летие независимости Таджикистана. От имени Индии я передаю самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания всем таджикским братьям и сестрам, а также президенту Эмомали Рахмону, ваше превосходительство. В этом году мы также отмечаем 20-летие ШОС. Мы очень рады, что новые друзья присоединяются к нам в это прекрасное время празднования юбилея. Я приветствую Иран как новое государство, член ШОС. Я также приветствую всех трех новых партнеров по диалогу – Саудовскую Аравию, Египет и Катар. Расширение ШОС показывает растущее влияние нашей организации. И с включением новых членов ШОС станет сильнее и авторитетнее. Ваше превосходительство, 20-летие ШОС – это также хороший повод задуматься о будущем нашей организации. Я считаю, что самые большие проблемы в этой сфере, в этом регионе, связаны с миром, безопасностью и дефицитом доверия. И коренная причина всех этих проблем – растущая радикализация. Недавние события в Афганистане сделали эту проблему более выпуклой и очевидной. Шанхайская организация сотрудничества должна проявить инициативу в этом вопросе. Если мы посмотрим на историю, мы увидим, что регион Центральной Азии был оплотом умеренных и прогрессивных культур и ценностей. Такие традиции, как суфизм, процветали здесь на протяжении веков и распространились по всему региону и по всему миру. И сегодня мы можем видеть это влияние в культурном наследии нашего региона. На основе такого исторического наследия Центральной Азии ШОС должна выработать общий шаблон для борьбы с радикализацией и экстремизмом. В Индии и почти во всех странах ШОС существуют умеренные, толерантные и инклюзивные институты и традиции, связанные с исламом.
ШОС должна работать над созданием прочной сети между ними. И в этом контексте я высоко ценю полезную работу РАЦ-ШОС. Мы ожидаем от партнеров ШОС, что они будут принимать активное участие во всех мероприятиях, подготовленных под председательством Индии в РАЦ-ШОС. Ваше превосходительство. Борьба с радикализацией необходима не только для региональной безопасности и взаимного доверия, но и для обеспечения светлого будущего наших молодых поколений. Чтобы конкурировать с развитым миром, наш регион должен стать активным участником новых технологий. Для этого мы должны поощрять нашу талантливую молодежь к науке и рациональному мышлению. Мы можем способствовать развитию такого мышления и новаторского духа благодаря объединению наших молодых предпринимателей и стартапов. И именно поэтому в прошлом году в Индии был организован первый форум стартапов ШОС и конференция молодых ученых. За последние несколько лет Индия успешно применяет технологии для своего развития. Индия добровольно поделилась своими технологиями, такими как UPI, картами RuPay, Arugaya Setu и Kavin, с тем, чтобы бороться с пандемией COVID-19 и усиливать инклюзивное финансовое положение. Мы будем рады делиться этим открытым ресурсом и этими технологиями с нашими партнерами по ШОС, а также будем рады организовывать наращивание потенциала в этих областях. Ваше превосходительство. Огромный экономический потенциал этого региона также остается неиспользованным по причине радикализации и отсутствия безопасности, будь то природные богатства или торговля внутри стран ШОС. Чтобы в полной мере воспользоваться ими, мы должны делать упор на взаимосвязанность. Роль Центральной Азии в истории всегда была связующей между основными региональными рынками. Это же лежало и в основе процветания этого региона. Индия стремится к расширению дорожного сообщения со странами Центральной Азии, и мы считаем, что страны Центральной Азии, не имеющие выхода к морю, могут получить огромное преимущество, подключившись к огромному рынку Индии. К сожалению, многие варианты дорожного сообщения сегодня для них недоступны из-за отсутствия взаимного доверия. Наши инвестиции в иранский порт Чабахар и наши условия по созданию международного коридора север-юг обусловлены именно этой реальностью. Ваше превосходительство, любая инициатива по обеспечению дорожного сообщения не будет улицей с односторонним движением. Проекты по подключению должны быть консультативными, прозрачными и основанными на участии, с тем, чтобы гарантировать взаимное доверие. В этой связи нам следует безоговорочно уважать территориальную целостность всех стран. И основываясь на этих принципах,
ШОС должна разработать соответствующие нормы для проектов дорожного сообщения в нашем регионе. Благодаря этому мы сможем восстановить традиционную связь в регионе. И только тогда проекты взаимодействия будут работать для того, чтобы объединить нас, а не увеличивать расстояние между нами. Для этого Индия готова внести со своей стороны любой вклад. Ваше превосходительство, одна из основных причин успеха ШОС заключается в том, что здесь основное влияние уделяется приоритетам региона. Мои предложения, касающиеся радикализации дорожного сообщения и межличностных отношений, еще больше укрепят эту роль ШОС. И в заключении позвольте еще раз поблагодарить принимающую сторону, уважаемого президента Рахмона. Несмотря на сложность такого гибридного формата, он организовал и успешно провел этот саммит. Я также передаю свои наилучшие пожелания Узбекистану как следующему председателю ШОС и выражаю готовность Индии к сотрудничеству в полной мере. Благодарю за внимание. Благодарю вас, господин премьер-министр. Слово передается президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Пожалуйста, прошу вас. Уважаемый президент Таджикистана, господин Эмомали Шарипович Рахмонов, в первую очередь хотел бы выразить признательность вам за традиционное гостеприимство и прекрасную организацию юбилейного саммита. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить премьер-министра Индии, господина Нарендру Моди, с днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья и дальнейших успехов. Текущий год является знаковым для нашей организации. 20 лет назад был сделан исторический шаг. Принята декларация о создании ШОС. Основанная в начале 21 века Шанхайская организация сотрудничества продемонстрировала всему миру нашу коллективную волю к эффективному сотрудничеству во имя безопасности, развития и процветания народов евразийского пространства. Благодаря общим усилиям ШОС стала самым успешным и авторитетным региональным объединением в мире. В зоне ответственности ШОС сосредоточены огромные демографические, финансовые, сырьевые ресурсы, а также мощный технологический потенциал. Сформирована солидная нормативно-правовая база, созданы эффективные механизмы взаимодействия на всех уровнях. Активно расширяются международные контакты организации. Присоединение Индии и Пакистана, несомненно, усилило ШОС, придало ее деятельности подлинно трансевразийский характер. Решение о начале процедуры приема Ирана в полноправные члены, а также предоставление статуса партнеров по диалогу Египту, Саудовской Аравии и Катару придают организации новое важное измерение – ближневосточное. Все это подтверждает актуальность и уникальность шанхайского духа сотрудничества. Это коллективный дух народов, который отрицает право сильного, выступает за равноправное сотрудничество и эффективное взаимодействие по всем актуальным вопросам глобальной повестки дня. Этот дух единства сплачивает страны, придерживающихся разных моделей развития и разных взглядов по основным вопросам мироустройства. Он позволяет вместе работать ради общего блага и выступать против навязывания искусственных стандартов и критериев вопреки историческим и политическим традициям народов, их образу жизни и менталитету. При этом ШОС
была, есть и будет абсолютно открытой и транспарентной структурой, деятельность которой не направлена против интересов других стран и блоков. Теперь ШОС вступает в качественно новый этап своего развития. Этот переход совпадает с глубинной трансформацией международной системы. Мир переживает нарастание геополитической турбулентности, перестройку глобальной торговой структуры, дестабилизацию во многих странах и регионах. Деструктивные процессы в мире усилились в результате наступления пандемии коронавируса, которая нанесла колоссальный ущерб не только здоровью людей на всей планете, но и подорвала основы мирового экономического и политического порядка. Очередной акт афганской драмы резко изменил обстановку в регионе, поставив многие страны в первую очередь близлежащие государства перед лицом новых рисков и угроз. В таких условиях мы должны серьезно готовиться к глобальным катаклизмам. Поэтому хотел бы поделиться своим видением актуальных направлений нашего сотрудничества. Первое. На современном этапе крайне актуальной становится проблематика региональной безопасности. Отрадно, что в этой области уже достигнуты положительные результаты. Наглядное тому подтверждение – программа сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы, которую мы утвердим сегодня. Мы также готовы продолжить совместные усилия для эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков и наркобизнесом, финансово питающим терроризм и экстремизм. Считаю, что формализация отношений ШОС и Центральноазиатского регионального информационного координационного центра ЦАРИКС улучшит обмен информацией и взаимодействие в этом направлении. В последние годы на передний план также вышли вопросы кибербезопасности. Скорейшее создание Центра ШОС по информационной безопасности в полной мере отвечает насущным потребностям и укрепит защиту информационного пространства организации. Острой проблемой является транснациональная преступность в экономической сфере. На мой взгляд, запуск формата совещаний руководителей органов экономических расследований государств-членов ШОС позволит вывести наши коллективные усилия на новый уровень. В эти дни во всем мире и здесь, в Душанбе, много говорится об афганской проблематике. Проводятся консультации на полях ШОС. Ситуация в этой многострадальной стране обсуждалась и вчера на заседании Организации договора о коллективной безопасности. Казахстан видит будущий Афганистан как подлинно независимое и единое государство, живущее в мире с собой и со своими соседями. В этот судьбоносный исторический момент многонациональный народ Афганистана не должен остаться наедине перед лицом беспрецедентных трудностей. Считаю, что ШОС с ее огромным влиянием может и должна сыграть свою активную роль в достижении мира и согласия в этой стране. Только коллективными усилиями мы сможем обеспечить региональную безопасность в борьбе с текущими угрозами. Со своей стороны, Казахстан расширяет взаимодействие с нашими региональными партнерами для пресечения перетока деструктивной идеологии, наркотиков и неконтролируемой миграции за пределы Афганистана. Мы также готовы оказывать посильную помощь для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем, с которыми столкнулся Афганистан. Учитывая, что уже имеющуюся инфраструктуру и логистические возможности Казахстана, предлагаем организовать в Алма-Аты гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану. Убежден, этот шаг позволит повысить роль нашей организации в решении острых проблем региона, а также гармонично дополнить деятельность ООН и других международных структур. Второе.
Борьба с коронавирусом остается одной из актуальных тем нашей повестки. С удовлетворением отмечаю, что в самое тяжелое время пандемии партнеры по ШОС проявили поистине шанхайский дух солидарности, оказывая взаимную гуманитарную помощь. Решительный перелом в противодействии пандемии возможен только при условии скоординированного подхода к массовой иммунизации населения. Поэтому, используя терминологию ООН, мы не можем позволить себе оставить кого-либо позади. Здесь Казахстану есть что предложить. Наша вакцина «Казвак», что называется, прошла проверку боем. Клинические испытания доказали ее эффективность, и мы уже начали поставлять препарат в соседние страны в качестве гуманитарной помощи. Еще две казахстанские разработки Нарувакс Си-19 и Нарувакс Си-19 Нано включены в реестр ВОЗ как вакцины кандидаты против COVID-19. Убежден, ускорение процедуры взаимного признания паспортов вакцинации в государствах ШОС и их интеграции в многосторонние системы будет способствовать преодолению трудностей и вызовов, с которыми столкнулись наши страны. Третье. Процессы постковидного восстановления дают нам уникальную возможность переосмыслить состояние дел в области торгово-экономического взаимодействия на пространстве ШОС. Вопрос стоит шире, чем просто восстановление отдельно взятых показателей межрегионального сотрудничества. Предстоит осуществить анализ макротенденций, оценить риски и на этой основе принять системные решения. Предлагаю поручить секретариату организации совместно с консорциумом экономических аналитических центров ШОС провести соответствующую работу и предоставить свои соображения к следующему саммиту. В практической же плоскости считаю важным обеспечить скорейший запуск единых финансовых механизмов для ускоренной реализации уже согласованных совместных экономических проектов. К сожалению, их хроническая пробуксовка приводит к ощутимым репутационным рискам нашей организации в деловых кругах стран-участниц. Важным и перспективным направлением взаимодействия в рамках ШОС также является развитие фондового рынка и финансовых технологий. Приглашаем партнеров по ШОС к активному использованию потенциала Международного финансового центра «Астана». Сегодня этот центр без преувеличения является динамичной финансовой площадкой. Он органично сочетает лучший опыт мировых финансовых институтов и новейших инструментов. Казахстан предлагает самые разные форматы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках данного центра. Четвертое. Пандемия и мартовский инцидент в Суэцком канале высветили стратегическую уязвимость морских грузоперевозок. На фоне этих событий трансконтинентальные сухопутные маршруты, в первую очередь новый шелковый путь, значительно усилили свою привлекательность. Нам следовало бы совместно решить ряд проблем, препятствующих полноценной реализации наших транспортно-транзитных преимуществ. Прежде всего, речь идет о существенном различии уровней развития транспортной инфраструктуры в государствах-членах ШОС. Поэтому общим интересам отвечала бы прагматичная синергия национальных инфраструктурных стратегий в рамках ШОС на основе полноценного учета экономических интересов стран-участниц. Подписание меморандума о сотрудничестве по обеспечению стабильной работы транспорта в условиях чрезвычайных ситуаций станет серьезным шагом вперед в этом направлении. Пятое. Переход мировой экономики на зеленые рельсы становится системообразующим фактором. Вопросы устойчивого развития и защиты окружающей среды находятся в центре внимания всех, без исключения государств-членов нашей организации. Поэтому мы вновь выступаем за скорейшее утверждение реестра экологических проблем ШОС, требующих неотложного коллективного решения. Казахстан приветствует подписание программы «Зеленого пояса ШОС» с целью широкого внедрения ресурсосберегающих
и экологически чистых технологий. Для дальнейшего продвижения повестки устойчивого развития приглашаем вас к сотрудничеству с Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов, действующим в столице Казахстана. Уважаемые коллеги, нам не нужны большие игры в Евразии. Нам нужен большой рывок с целью построения мирного, безопасного, устойчивого будущего для всех. Для этого у наших государств есть все условия: опыт, механизмы, инфраструктура и, главное, общее желание наращивать партнерство и идти навстречу друг другу. Наша общая цель – превратить пространство ШОС в стабильный, экономически развитый и процветающий макрорегион. Надеюсь, мы эту благородную задачу сообща выполним. В заключение хотел бы отдельно отметить проделанную братским Таджикистаном плодотворную работу по реализации уставных целей и повышению эффективности деятельности нашей организации. Пользуясь случаем, поздравляю президента Узбекистана Шавката Мирамоновича Мирзиёева с началом председательства в ШОС. Желаю узбекским коллегам успехов в этой ответственной миссии. В год 20-летия ШОС рассчитываем на продолжение эффективной совместной работы для решения общих задач и дальнейшего укрепления шанхайского духа, добрососедства и сотрудничества. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо, Касым-Жомарт Кемерович. Слово предоставляется председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину. Пожалуйста.遵循上海精神，致力于世界发展和人类进步事业，为构建新型国际关系和人类命运共同体做出重要理论和实践探索。今天，我们的组织已经站在 ШОС уже находится на новой отправной точке. Мы должны высоко нести знамя шанхайского духа и решительно следуя курс демократизации международных отношений, добиваться мирного развития в общей архитектонике совместного развития человечества, уплотнять сообщество единой судьбы ШОС, внести больший вклад в дело прочного мира и совместного процветания на планете. В этой связи предлагаю следующее. Во-первых, наш путь солидарности и сотрудничества. Важно активизировать политический диалог и координацию на основе учета озабоченности друг друга, своевременно преодолевать возникшие в процессе сотрудничества вопросы, сообща придерживаться верного курса ШОСовского процесса. Нужно быть твердо уверенным в собственном политическом строе, категорически не допустить миндорские, тем более ультимативные нотки, твердо поддерживать усилия друг друга, направленные на поиск пути развития модели управления согласно национальным реалиям. Необходимо поддерживать друг друга в обеспечении стабильности при проведении выборов и других важных внутриполитических событий. Ни в коем случае не допустить вмешательства извне под каким бы то ни было предлогом. Крепко держать судьбу и будущее развитие страны в собственных руках.
Важно углубленно развертывать международное противоэпидемическое сотрудничество, содействовать справедливому и рациональному распределению вакцин, совместно противостоять попыткам политизации вопроса происхождения коронавируса. Ради сохранения жизни и здоровья народов мира Китай предоставил свыше 1,1 миллиардов доз вакцин и раствора более чем 100 стран и международных организаций. В этом плане страна занимает лидирующую позицию в мире. Интенсивно идет работа по доставке 2 миллиардов доз вакцин к концу текущего года. Углублению сотрудничества с развивающимися странами за счет ранее выделенных 100 миллионов долларов США в программе COVAX. Будем и дальше вносить достойный вклад в обуздание человечеством COVID-19. Во-вторых, наш путь обеспечения общей и неделимой безопасности следует придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности. Следует вести самую жесткую борьбу с исламским движением Восточного Туркестана и иными видами трех сил зла, углубляя сотрудничество в области противодействия незаконному обороту наркотиков, погранслужбе, обеспечить безопасность крупных мероприятий, ускорить процесс совершенствования механизма сотрудничества ШОС по безопасности, наращивать потенциал компетентных органов стран, участниц организаций по поддержанию стабильности и реагированию на ЧП. Ситуация в Афганистане кардинально изменилась. С выводом иностранных контингентов открывается новая страница в истории этой страны. Вместе с этим перед Афганистаном по-прежнему стоит немало трудных задач, для решения которых требуется поддержка и помощь от мирового сообщества, прежде всего стран региона. С этой точки зрения следует укреплять взаимодействие между государствами членами ШОС, раскрывать потенциал таких площадок, как контактная группа ШОС Афганистан, содействовать плавному переходу обстановки в Афганистане. Важно подталкивать новые власти Афганистана на формирование широкой, инклюзивной политической структуры, внедрение умеренной и сдержанной внутренней и внешней политики, ведение бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях, чтобы Афганистан дружественно сосуществовал с соседними странами во имя мира, стабильности и развития. Третье. Наш путь открытости и интеграции. Важно продолжать ориентироваться на открытость и сотрудничество, мотивировать друг друга в стремлении к общему процветанию и возрождению. Важно устойчиво продвигать либерализацию и упрощение процедур торговли и инвестиций, обеспечить безопасный и упорядоченный поток людей, грузов, капитала и данных. Культивировать точку роста в области цифровой экономики, зеленой энергетики и современной агропромышленности. Необходимо продвигать ее глубокое сопряжение с национальными стратегиями развития наших государств и региональными и интеграционными инициативами, включая ЕАЭС. Обеспечивать стабильность и бесперебойность цепочек производства и поставок в интересах экономической интеграции, скоординированного развития и взаимной выгоды. В целях содействия экономическому восстановлению в постпандемический период китайская страна готова продолжать делиться своими рыночными возможностями. В ближайшие 5 лет постараемся довести накопленные
объем торговли с государственными членами ШОС до $2,3 триллионов США, оптимизировать торговую структуру и совершенствовать торговый баланс. Создаваемая Академией торговли и экономики Китай ШОС будет стимулировать многостороннее торгово-экономическое сотрудничество в рамках нашей организации. В ближайшее время будет полностью реализована целевая кредитная программа. В первой очереди в эквиваленте 30 миллиардов юаней, запущенная китайской стороной в рамках ШОС в 2018 году. Планируется запуск ее второй очереди, направленной на финансирование проектов в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в таких приоритетных областях, как модернизированная взаимосвязанность, строительство инфраструктуры, низкоуглеродное и устойчивое развитие. В-четвертых, наш путь – взаимный обмен и заимствование. Нам следует продвигать взаимный обмен и заимствование между цивилизациями во имя гармоничного сосуществования. Важно создать больше доступных, популярных среди народа проектов в области науки, образования, культуры, здравоохранения и борьбы с бедностью. Нужно задействовать роль таких платформ, как молодежный лагерь, форум женщин, форум СМИ и форум народной дипломатии и таких общественных организаций, включая Комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству для наведения мостов между народами ради укрепления взаимопонимания и сближения. В ближайшие 3 года Китай готов предоставить странам-участницам ШОС квоту на 10 человек для обучения навыкам по борьбе с бедностью, создать 10 мастерских имени Лу Пэня. Будем реализовать в рамках инициативы по созданию сообщества на шаговом пути 30 совместных проектов в области здравоохранения, оказания помощи нуждающим, культуры и образования. Помогать странам, заинтересованным в укреплении государственного потенциала и повышении благосостояния народа. В следующем году китайская страна проведет молодежный, научно-технический и инновационный форум ШОС. Я уверен, что это позволило бы стимулировать инновационную креативность молодых людей, стран-участниц организации. Китай призывает создать союз ШОС по традиционной медицине и фармацевтике, чтобы открывать новые возможности для сотрудничества в этой области. Будем приветствовать всех вас на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2022 в Пекине. Вместе наслаждаться компактным, безопасным и прекрасным торжеством спорта. В-пятых, наш путь – равенство и справедливости. Решать международные дела нельзя с так называемой позиции силы, либо путем гегемонистских подходов, хамства или травли. Необходимо взять за основу нормы и принципы Устава ООН, придерживаться концепции совместных консультаций, совместного строительства и совместного пользования. Следует продвигать подлинный мультилатерализм, противодействовать попыткам подрывать миропорядок, нагнетать конфронтацию и провоцировать раскол под предлогом так называемых правил. Важно без всякого колебания развивать взаимовыгодное сотрудничество, снимать торговые, инвестиционные и технологические барьеры, открывать перспективы инклюзивного и общеполезного развития. Коллеги, сегодня мы запускаем процедуру
приема Ирана в ШОС в качестве полноправного члена и предоставляем Саудовской Аравии, Египту, Катару статус партнера по диалогу. Убежден, что постоянно укрепляющаяся шанхайская семья будет со всеми прогрессивными силами вместе прилагать усилия к поддержанию мира на нашей планете, содействию глобальному развитию и отстаиванию миропорядка. Мы поддерживаем Узбекистан в период предстоящего председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Уважаемые коллеги, давайте высоко нести знамя шанхайского духа и на минуту не забывать о первоначальной цели неуклонно идти по верному пути формирования сообщества единой судьбы человечества во имя прекрасного будущего Шанхайской организации сотрудничества. Благодарю за внимание. Благодарю вас, господин председатель. Слово предоставляется президенту Кыргызской республики господину Садыру Нургожевичу Жапарову. Пожалуйста. Уважаемый Имам Али Шарипович, уважаемые главы делегаций, прежде всего хочу поблагодарить таджикскую сторону за организацию юбилейного заседания Совета глав государств-членов ШОС. Приветствую всех коллег и выражаю готовность Кыргызской республики к дальнейшей конструктивной работе в рамках ШОС. Уважаемые главы делегаций, к своему 20-летию наша организация добилась конкретных результатов и весомых успехов. Сегодня ШОС при его широком географическом охвате проявляет комплексный подход к проблемам безопасности и многопланового сотрудничества, объединяет государства и народы, имеющие давние историко-культурные, политические и экономические связи. Деятельность Шанхайской организации сотрудничества вызывает широкий интерес на международной арене. Об этом свидетельствует стремление других государств присоединиться к нам. Отрадно, что сегодняшний юбилейный саммит ШОС дает старт запуску процедуры принятия Исламской Республики Иран в качестве нового члена, а также предоставление Королевству Саудовская Аравия, Арабской Республике Египет и государству Катар статуса партнера по диалогу с ШОС. Выражаю уверенность, что новые участники нашей организации внесут свой вклад в укрепление сотрудничества и дружбы между странами большой ШОСовской семьи. За 20 лет своей деятельности ШОС установила партнерские отношения со многими ведущими международными организациями и структурами, разделяющими ее принципы и ценности. Их интерес к взаимодействию с ШОС все более возрастает, что является свидетельством востребованности нашей организации на международной арене. Уважаемые коллеги, совместными усилиями проводится значительная работа по поддержанию безопасности и стабильности на пространстве ШОС. В качестве приоритетной задачи нашим государствам необходимо уделять особое внимание формированию пояса безопасности в регионе. С учетом последних событий в Афганистане в настоящее время приобретает особую важность вопросу противодействия угрозам и вызовам со стороны сил международного терроризма и экстремизма. В свете вывода коалиционных сил НАТО и войск США из Афганистана и перехода власти к движению «Талибан» возрастает значимость и роль ШОС. С учетом этого, полагаю целесообразным выработать стратегию взаимодействия между странами-членами ШОС в целях недопущения посягательств на государства-члены ШОС и контроля за миграционным потоком из Афганистана. Вместе с тем, в связи с ситуацией в этой стране, хочу отметить следующее. Кыргызская республика выступает за скорейшее прекращение военного конфликта и установление мира,
спокойствия и стабильности в Афганистане в интересах как многострадального афганского народа, так и стран региона и международного сообщества. Кыргызстан выражает готовность направить гуманитарную помощь народу Афганистана, а также принять 500 афганских студентов в наши учебные заведения. Уважаемые главы делегаций, в последние годы на пространстве ШОС на фоне глобальной тенденции цифровизации, развития информационно-коммуникационных технологий усиливаются риски и угрозы кибертерроризма. И это предопределяет необходимость усиления мер по обеспечению кибербезопасности и безопасности критически важной инфраструктуры государств-членов ШОС. Для продвижения сотрудничества в области обеспечения кибербезопасности предлагаем учредить специальные механизмы в виде совещания руководителей профильных министерств и ведомств государств-членов ШОС. Выражаю уверенность, что утверждаемый сегодня план взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности на 2021-2022 годы позволит сторонам продолжить работу в указанном направлении. Кыргызская республика нацелена на активизацию усилий по наращиванию широкомасштабного взаимодействия с государствами-членами ШОС по вопросам, связанным с обеспечением региональной безопасности, по борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью. В этой связи считаю своевременным принятие сегодня решения глав государств, членов ШОС о совершенствовании механизма противодействия вызовам и угрозам безопасности государств, членов ШОС с учетом соответствующих инициатив стран организации. В этом документе также отражена инициатива Кыргызской Республики учреждения Центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкек. Уважаемые коллеги, безусловно, 2020 и 2021 годы стали очень сложными для всех стран мира. Сегодня пандемия COVID-19 продолжает оставаться самым большим вызовом для всех нас. Мы увидели, что эпидемия не знает границ и продолжает распространяться по всему миру. В борьбе с этой болезнью самым действенным и эффективным методом является массовая вакцинация. Кыргызстан готов совместно с нашими партнерами продолжить работу по профилактике коронавируса в регионе, а также выражает особую благодарность китайской, российской и казахстанской сторонам за предоставленные вакцины Sinopharm, Спутник Ви и Казбак. В условиях пандемии необходимо продолжить энергичное взаимодействие в области здравоохранения и совместного противодействия угрозам эпидемии, осуществлять постоянный обмен опытом по предупреждению распространения COVID-19 посредством уже существующих механизмов и реализации ранее принятых документов и программ в рамках ШОС. Уважаемые главы делегаций, уверен, что мы сегодня подробно обсудим итоги деятельности ШОС за 20 лет и обозначим приоритетные направления сотрудничества в целях укрепления нашего взаимодействия. Хочу подтвердить, что Кыргызская Республика придает особое значение углублению всестороннего сотрудничества в рамках ШОС и продолжит вносить свой посильный вклад в дальнейшее развитие организации. По многим сферам взаимодействия к настоящему времени накоплена внушительная правовая база, регулирующая различные направления деятельности ШОС. В этой связи мы выступаем за практическую реализацию ранее принятых нами документов по всему широкому спектру взаимодействия. Со своей стороны, Кыргызстан готов играть активную роль в реализации этих документов. По нашему мнению, приоритетное значение для устойчивого развития пространства ШОС имеет дальнейшее углубление экономического сотрудничества. Однако в течение длительного времени мы пока не продвинулись в решении такого важного вопроса торгово-экономической составляющей нашей организации, как внедрение эффективных финансовых механизмов.
Мы неоднократно заявляли ранее и подтверждаем сейчас свою позицию о необходимости скорейшего создания финансовых механизмов ШОС. В частности, Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС в целях реализации экономических проектов на пространстве нашей организации. Предлагается продолжить консультации по этому вопросу, рассматривая указанный институт как механизм по переходу к расчетам в национальной валюте. К большому сожалению, пандемия коронавируса ослабила макроэкономические перспективы многих стран, привела к замедлению темпов экономического роста и взаимной торговли между нашими странами. Нам необходимо сконцентрировать общие усилия на согласованных решениях по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией. Уверен, что утверждаемый сегодня план первоочередных практических мер на 2022-2023 годы по преодолению социально-экономических, финансовых и продовольственных последствий пандемии позволит государствам-членам провести соответствующую работу в данном направлении. В целях повышения экономического потенциала необходимо совместное развитие транспортной инфраструктуры, что позволит активизировать торговые отношения и решить многие насущные социально-экономические проблемы. В условиях пандемии, а также вследствие карантинных мер, автомобильные перевозки оказались ограниченными. И на этом фоне самый надежный путь транспортных перевозок – это железная дорога. В этом плане скорейшая практическая реализация проекта строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан должна стать значимым и конкретным шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала региона и возможности выхода к морским портам. К сожалению, пандемия новой коронавирусной инфекции оказала существенное влияние и на продовольственную безопасность. Прежде всего, на производственно-сбытовые цепочки, а также доступность продуктов питания для населения. Кыргызская сторона полностью поддерживает принятие заявления Совета глав государств ШОС по продовольственной безопасности и предлагает совершенствовать сотрудничество государств в ее обеспечении, включая организацию зеленых транспортных коридоров и маршрутов для доставки продуктов. В целом, касаясь вопросов гуманитарной составляющей нашей организации, хотел бы отметить необходимость расширения сотрудничества в области образования. Мы выступаем за безусловное углубление взаимодействия в этой сфере в рамках ШОС. В этом плане профильным ведомствам необходимо расширять обмен информацией о проводимых мероприятиях по совершенствованию образовательных систем, а также принимать практические меры по реализации принятых ШОС документов в указанной области. Считаю также насущно необходимым использовать в полной мере потенциал университета ШОС для совместной подготовки кадров по востребованным направлениям и специальностям текущего времени, равно как и выделению дополнительных стипендий. Также подчеркиваю важность дальнейшего укрепления нашего культурно-гуманитарного взаимодействия. Тем более, что наша организация показывает всему мировому сообществу примеры подлинного уважения к многообразию культур. Созданный по инициативе Кыргызстана культурно-интеграционный центр ШОС в Бишкеке также выступит важным инструментом для укрепления взаимопонимания и расширения гуманитарных связей между нашими народами. Уважаемые коллеги, Кыргызская республика – страна гор, на чьих заснеженных вершинах формируется половина всего центральноазиатского водного бассейна. И это большая ответственность за сбережение жизненно важных ресурсов. Принятие мер по сохранению ледников является приоритетным не только для нашей страны, но и для всего региона, поскольку этот вопрос, который прямо касается продовольственной безопасности. Кыргызская республика в июле текущего года на предварительном саммите ООН
по продовольственным системам инициировала фундаментальный проект сохранения ледников и адаптации к изменениям климата. Думаю, что нет необходимости доказывать степень важности этого вопроса, и поэтому просим поддержать указанный проект. В рамках реализации концепции сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды считаю необходимым уделить этой проблеме особое внимание. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые главы государств, пользуясь случаем, поздравляю Шавката Миромоновича Мирзиёева с принятием председательства и отметить, что узбекская сторона в качестве председательствующей страны в ШОС может рассчитывать на всемирное содействие кыргызской стороны. Уверен, что под вашим личным руководством наша организация получит новый импульс в своем развитии на благо и во имя интереса наших стран и народов. Позвольте также отметить важную роль секретариата и исполкома региональной антитеррористической структуры ШОС и выразить благодарность Владимиру Имамовичу и Джумахону Файозовичу за проделанную плодотворную работу на пост руководителей постоянно действующих органов нашей организации. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Садыр Нургожевич. Слово предоставляется премьер-министру Исламской Республики Пакистан, господину Имран Хану. Пожалуйста. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Your Excellency, Ваше превосходительство, Mr. Emomali Rahman, President of господин Tajikistan, Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан, Ваше превосходительство, лидеры государств-участниц ШОС и государств-наблюдателей, Ваше превосходительство, господин Владимир Норов, генеральный секретарь ШОС, генеральный секретарь РАД ШОС, уважаемый Джумахон Гюйосов, высокопоставленные делегаты. Мне очень приятно быть в этом прекрасном, красивом городе Душанбе на знаменательном юбилейном саммите ШОС. Этот момент вдвойне знаменателен тем, что он совпал с 30-летней годовщиной независимости Республики Таджикистан. Поэтому мы сердечно поздравляем наш братский народ Таджикистана. Я также хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы поблагодарить президента Рахмона за его мудрое руководство организацией ШОС во время председательства Таджикистана. Ваше превосходительство, 20-я годовщина ШОС является важным перекрестком для того, чтобы задуматься о пройденном пути. С того момента, в июле 2001 года, Шанхайская организация сотрудничества прошла долгий путь. Руководимая шанхайским духом, ШОС росла, постоянно росла в своем размере и в своей значимости. Сегодня 44% населения планеты, 25% территорий и 20% ВВП всего мира находится на территории ШОС. Пандемия COVID-19 повлияла на весь мир в очень негативном плане. Она заставила страдать многих людей. Более 4,6 миллиона людей погибли. 223 миллиона человек заразились этой болезнью. Мы в Пакистане, уважаемые господа, пандемия повлияла на все страны. И цена, которую мы заплатили, ее невозможно подсчитать, ее невозможно возместить.
В то время как системы здравоохранения были перегружены, экономики во всем мире столкнулись с огромными трудностями и рецессией. Бедные люди пострадали везде. Везде. Начиная от юга, который бедный, с бедного юга, заканчивая богатым севером. Мы в Пакистане приняли стратегию умных локдаунов с постоянным фокусом на том, чтобы сохранить жизни, сохранить хозяйство и стимулировать экономику. Наша программа социальной защиты ИХСАС, которая означает сочувствие, помогла миллионам семей выжить. Я также запустил глобальную инициативу по списанию долгов для того, чтобы помочь, для того, чтобы создать финансовое пространство для развивающихся стран, для того, чтобы они смогли уменьшить влияние воздействия пандемии и достичь устойчивого развития. То, что была изобретена вакцина, это чудо науки. Мы надеемся и верим в то, что наука будет идти вперед и будет, конечно, будут изобретены еще новые вакцины. Вакцина должна быть доступна всем на равной основе. И это должно быть глобальным общественным благом. Ваше превосходительство. Изменение климата – это другая угроза, с которой столкнулась наша планета. Уменьшение воздействия изменения климата является приоритетом во многих странах и в повестке дня в глобальном плане. Вклад Пакистана не так уж и велик. Но мы являемся одной из 10 наиболее уязвимых стран. Мы предприняли ряд инициатив для того, чтобы уменьшить воздействие изменения климата, включая проект по 10 миллиардам деревьев. Наши инициативы также включают наша инициатива, которая называется «Чистый и зеленый Пакистан», также направлена на то, чтобы сохранить природу и существующие экосистемы. Мы продолжаем работать с международным сообществом для того, чтобы выполнять Парижские соглашения и мобилизовать международные финансы на решение этих проблем. Ваше превосходительство. После известных событий, 20-летия известных событий 9.11, атак 9.11, мы знаем, что международное сообщество, мы понимаем, что международное сообщество до сих пор сталкивается с угрозой терроризма. Иногда религия ассоциируется с терроризмом, и это очень неправильно со стороны ультраправых, популистских и других групп, которые во всем мире, которые пропагандируют эти идеи. В некоторых случаях терроризм используется против людей, которые живут на спорных территориях. В течение десятилетий Пакистан страдает от терроризма, который был спланирован, поддержан, финансирован и управляем со стороны стран, которые находятся за пределами границ Пакистана. Кроме активных зон конфликта, наша страна потеряла миллионы жертв
для того, чтобы достичь мира в Пакистане. Мы потеряли 80 тысяч жертв и потеряли 150 миллиардов долларов для того, чтобы достичь этого мира. Да, мы верим в то, что мы верим в выполнение резолюции Совбеза ООН по мирному урегулированию спорных территорий как необходимое условие для мира и необходимое условие для того, чтобы укрепить дружбу и сотрудничество. Односторонние незаконные меры по изменению статуса сторон спорных территорий идут в нарушение резолюции Совбеза ООН и противоречат этой цели. Ваше превосходительство, конечно, Афганистан находится в центре нашего внимания. Внезапное изменение режима, приход Талибана к власти и полный вывод иностранных вооруженных сил сформировали новую реальность в Афганистане. Все это случилось без кровопролития, без гражданской войны и без массового исхода населения и беженцев, должно быть замечено. И надеемся, что мы думаем, что сейчас в центре интереса международного сообщества должно быть обеспечить то, чтобы конфликт не возобновился в Афганистане и ситуация с безопасностью была стабилизирована. Мы должны помнить, что Афганистан, прежнее правительство Афганистана, прежнее правительство Афганистана, оно жило на 75% за счет международной помощи, иностранной помощи. И сейчас наступило время стоять рядом с народом Афганистана твердо и недвусмысленно. Мы приветствуем усилия Генерального секретаря ООН и учреждений ООН в том, что они направили и мобилизуют международную помощь по гуманитарной помощи этой стране, по незамедлительной гуманитарной помощи. Мы также надеемся на позитивное вовлечение международного сообщества в Афганистан, что очень жизненно важно. Это редкая возможность, наконец, закончить 40-летнюю войну в Афганистане. И этот момент мы не должны упускать. И это было бы не очень мудро допускать критические взгляды, критические точки зрения для того, чтобы негативно рассматривать то, что происходит, и распространять негативную пропаганду. Это только навредит Афганистану и афганскому народу. Со своей стороны Талибан должны выполнить все свои обещания для того, чтобы создать инклюзивную политическую структуру. Должны обеспечить права человека для всех афганцев, для всех жителей Афганистана и обеспечить то, что Афганистан никогда не стал бы снова убежищем для террористов. Таким же образом, Афганистан не должен стать источником оружия и наркотиков или большего числа
беженцев. Мы продолжим поддерживать стабильный, суверенный и процветающий Афганистан. И как история Афганистана предполагает, Афганистан должен быть суверенной страной, не контролируемой ни с какой стороны, никакой другой страной. И мы надеемся, что что стабильный мир и в Афганистане поможет нам реализовать наше видение взаимосвязанного, процветающего и экономически процветающего региона. В Пакистане мы сместили наш фокус от геополитики к геоэкономике. Наша новая экономическая парадигма безопасности имеет три главных столпа. Это мир, развитие партнерства и взаимосвязанность. Геостратегическое расположение Пакистана как естественного моста между Центральной Азией и Южной Азией нашло свое проявление через платформу ШОС. Пакистан предлагает кратчайший путь к морю многим своим партнерам в Центральной Азии. Я бы хотел отметить инициативу президента Узбекистана, который принял у себя международную конференцию по взаимосвязанности Центральной Азии и Южной Азии в Ташкенте в прошлом июле. Нет никаких сомнений в том, что сеть железнодорожных, автодорожных, морских и воздушных путей по региону ШОС будет знаменовать собой новую эру возрожденной торговли, энергии и взаимосвязанность людей. Ваше превосходительство, мы хотели бы предложить несколько путей, которые мы продумали. Первое. Мы хотим недвусмысленно выразить свою поддержку многосторонности, эффективной многосторонности и целям Хартии ООН, включая равенство, суверенность государств, уважение территориальной целостности, не агрессию, не использование силы и так дальше. Второе. Мы должны усилить наши коллективные усилия по уменьшению негативного экономического воздействия пандемии COVID-19. Номер три. Мы должны разработать наш координированный подход ШОС к стабилизации ситуации в Афганистане, включая вовлечение для того, чтобы устранить наши общие озабоченности и сохранить наши общие интересы. Шаги для того, чтобы обеспечить гуманитарную помощь и обеспечить экономическую стабильность. Для того, чтобы Афганистан стал надежным партнером по миру и процветанию. Четвертое. Мы должны развивать повестку дня региона и глобальную повестку дня, включая... И Пакистан хотел бы сказать, что он будет принимать конференцию по теме «Транспортная взаимосвязанность в целях регионального процветания» в 2022 году. И пятое. Мы должны усилить роль нашей молодежи. В 2022 году мы будем принимать конференцию по молодежи. Ваше превосходительство, перед тем, как я закончу, я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы поблагодарить, поприветствовать и поздравить моего брата, президента Раиси, с тем, что Иран начат процесс по принятию Ирана как партнера ШОС по диалогу. Я также
as the new Secretary General. Я также хочу поприветствовать наших братьев из Саудовской Аравии, Египта и Катара. Я также хочу поблагодарить генерального секретаря Норова и поприветствовать нового генерального секретаря Жан Минг в качестве генерального секретаря. И в конце я хочу поблагодарить и поздравить своего брата, президента Шавката Мирзиёева, с тем, что Узбекистан принимает на себя председательство в ШОС в 2021-2022 годах. Спасибо. Благодарю вас, господин премьер-министр. Слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Прошу вас. Благодарю вас, уважаемый Мамали Шарипович, уважаемые коллеги. Прежде всего, хотел бы присоединиться к словам благодарности в адрес наших таджикских друзей и президента Имамали Шариповича Рахмона за большую работу, проводимую в ходе председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества. И также присоединяюсь, пользуясь случаем, к поздравлениям премьер-министра Индии. Поздравляю господина премьер-министра Индии Нарендру Моди с днем рождения. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, всяческих успехов. Символично, что юбилейное заседание ШОС проходит в Душанбе, об этом уже тоже говорилось, где в июле 2000 года лидеры Шанхайской пятерки Россия, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан высказались за учреждение региональной организации многостороннего сотрудничества, которая действовала бы в духе добрососедства, взаимного доверия и уважения интересов друг друга. Такая организация была создана и уже 20 лет успешно функционирует. ШОС по праву является одним из наиболее влиятельных центров многополярной архитектуры международного сотрудничества. Вносит существенный вклад в обеспечение безопасности евразийского региона, его устойчивого социально-экономического роста, в поддержании международного мира и стабильности в целом. Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, ну, если не сказать бегства из этой страны сил США и их союзников по НАТО. Ведь все мы хорошо понимаем, что происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств-членов ШОС. И тем более, что целый ряд наших стран имеет с Афганистаном общую границу. Думается, что в первую очередь нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемирное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма. Действительно, смена власти произошла практически бескровно, это, безусловно, позитивный момент. Талибы контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана. И следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех. И в этой связи можно было бы проработать вопрос о возобновлении деятельности контактной группы ШОС Афганистан, которая как раз и создавалась в свое время для работы с афганскими партнерами. Как вы знаете, алгоритм совместных действий по оперативному реагированию на угрозы с афганской территории подробно обсуждался вчера на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. И, конечно, мы заинтересованы, чтобы принятые на сессии решения встретили поддержку и понимание со стороны партнеров по ШОС. Поэтому считаю весьма актуальной и полезной инициативу проведения сегодня совместного заседания лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ. Это дает нам возможность более детально обсудить вопросы практического сотрудничества двух организаций на
афганском треке, выстроить необходимую координацию с учетом специфики и полномочий ШОС и ОДКБ. Теперь, что касается сотрудничества непосредственно в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Считали бы полезным укрепить функциональные возможности региональной антитеррористической структуры за счет включения в ее кадровый состав экспертов по борьбе с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Подчеркну, Россия примет самое энергичное участие в реализации утверждаемых сегодня программы сотрудничества ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы. Плана действия по выполнению антинаркотической стратегии ШОС на период до 2023 года, а также плана взаимодействия по вопросам обеспечения международной информационной безопасности на 2022-2023 годы. При всем особом внимании, которое сейчас требует необходимость парирования возникающих на нашем общем пространстве угроз, сохраняет свою актуальность целый пласт задач, традиционно стоящих на повестке дня государств-членов ШОС, а именно углубление партнерских связей в экономической и социальной сферах. Пандемия коронавируса, коллеги сейчас только об этом тоже говорили подробно, привела к сокращению международной торговли, спровоцировала волатильность на финансовых и сырьевых рынках, ограничила инвестиционные потоки. Кризисное состояние мировой экономики вызвало рост безработицы, уровня бедности. Все это, конечно же, сказалось на экономических связях между членами ШОС. Вот в прошлом году объем взаимной торговли России с государствами ШОС снизился на 6,4% до 141,6 миллиарда долларов. Однако сейчас есть все основания полагать, что мы можем исправить ситуацию и вывести сотрудничество на прежний уровень и даже укрепить его. Этому способствуют масштабные антикризисные меры, которые предпринимаются всеми нашими государствами. Так, Россия направила порядка 3 триллионов рублей, а это, так, чтобы было понятно, в сравнительных величинах более 4,5% ВВП нашей страны на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего. Ключевым инструментом дальнейшего стимулирования экономического роста считаем цифровизацию и более широкое использование экологически чистых технологий и других инновационных решений во всех сферах жизни, включая госуправление, транспорт, связь. По всем этим темам государства-члены ШОС наладили взаимодействие, и его нужно энергично развивать. Внедрению современных ресурсосберегающих технологий призвана способствовать утверждаемая нами сегодня программа «Зеленого пояса» ШОС, а также план мероприятий по практической реализации концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды на период до 2022-2024 годов. Отмечу и ту роль восстановления на пространстве ШОС динамики экономического сотрудничества в условиях борьбы с пандемией коронавируса, которую сыграл комплексный план по противодействию эпидемии. Он был своевременно принят в прошлом году на саммите нашей организации в ходе российского председательства. Важно, что реализацией плана занимаются активно и заинтересованы все страны-члены ШОС. Упомяну в этой связи, что Россия безвозмездно передала государствам-членам организации тесты для проведения почти 1,2 миллиона исследований на COVID-19. Продолжаем направлять ведущих специалистов и ученых в сфере здравоохранения для оказания помощи партнерам. Мы, кстати, пригласили представителей стран ШОС на международные учения команд так называемого быстрого реагирования на эпидемии, которые пройдут в России в октябре в нашем городе Казани.
Отмечу также, что Россия выступает за дальнейшее расширение нормативной базы гуманитарного сотрудничества ШОС. Серьезным шагом вперед на этом направлении станет одобрение решений государств-членов о сотрудничестве в области охраны объектов культурного наследия, работа с молодежью, в области культуры и искусства в целом, а также положение о туристической и культурной столице Шанхайской организации сотрудничества. Уважаемые друзья, мы все придаем большое значение вопросам сотрудничества ШОС с теми государствами, которые стремятся к налаживанию открытого и равноправного диалога с нашей организацией, рассматривают возможность подключения к ее работе. И в этом контексте Россия поддерживает вынесенное на утверждение Совета глав государств ШОС решение о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в члены Шанхайской организации сотрудничества. Мы всегда выступали за полноформатное участие Ирана в работе нашей организации, исходя из того, что эта страна играет важную роль в Евразийском регионе и уже давно плодотворно сотрудничает с ШОС. Вступление Ирана, безусловно, будет способствовать дальнейшему повышению международного авторитета организации. И, конечно, приветствуем предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса диалогового партнера. Россия сторонник активного привлечения этих стран к различным аспектам деятельности ШОС. Разумеется, самого внимательного отношения требует рассмотрения всего, кстати, довольно солидного портфеля заявок и от других государств, желающих в том или ином качестве сотрудничать с нашей организацией. При этом в практическом плане считаем целесообразным подумать над тем, как модернизировать и сделать более эффективным участие наблюдателей и диалоговых партнеров в работе ШОС. На наш взгляд, было бы полезно в дальнейшем параллельно с саммитами лидеров государств-членов ШОС проводить мероприятия на высшем и высоком уровне в так называемом формате ШОС+, с приглашением всех наших партнеров. И еще хотел бы особо отметить подписываемый сегодня меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Евразийской экономической комиссией. Это, безусловно, идет в русле реализации российской идеи создания большого евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразес, АСЕАН и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Я убежден, стыковка различных интеграционных процессов, развивающихся в Евразии, и формирование в этом огромном регионе общего пространства открытого, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам всех наших стран. Уважаемые друзья, в заключение хотел бы еще раз поблагодарить уважаемого Имамали Шариповича Рахмона за организацию нашей работы и, безусловно, пожелать успехов Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву в связи с тем, что председательство в ШОС переходит к Узбекистану. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, Владимир Владимирович. Слово предоставляется президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву. Пожалуйста. Уважаемый Имамали Шарипович, уважаемые коллеги, участники заседания. Сердечно приветствую вас и присоединяюсь ко всем поздравлениям в связи с 20-летием создания Шанхайской организации сотрудничества. Хочу выразить особую признательность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Имамали Шариповичу, за традиционно теплое гостеприимство и прекрасную организацию нашей юбилейной встречи. Мы высоко оцениваем успешное председательство таджикской стороны, в ходе которого был обеспечен открытый и плодотворный диалог по всем направлениям нашего многостороннего взаимодействия. Душанбинский саммит – это хорошая возможность обменяться мнениями о роли и значении нашей организации, по-новому взглянуть на ее потенциал
и перспективы совместной работы. Действительно, за прошедший период ШОС стала важным субъектом мировой политики, заняла достойное место в ряду влиятельных международных структур. Укрепляется региональное партнерство на основе принципов шанхайского духа. Растет наш совместный потенциал противостояния новым вызовам и угрозам. Расширяется экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Уважаемые коллеги, сегодня все мы являемся свидетелем растущей напряженности в мире и в регионе. Сохраняются негативные последствия пандемии. Все это требует от нас еще большей сплоченности и взаимной поддержки в рамках нашей организации. Считаю, что в этих целях необходимо сохранить открытость, ненаправленность ШОС против третьих государств и других организаций, своевременно и совместно реагировать на общие вызовы и угрозы, наращивать региональное экономическое сотрудничество, укреплять дружбу, добрососедство и доверие, углублять культурно-гуманитарное взаимодействие на пространстве ШОС. Уважаемые участники саммита, как отмечалось в выступлениях моих коллег, мы все крайне обеспокоены нынешней обстановкой в Афганистане. Сегодня в этой стране сложилась новая реальность. К власти пришли новые силы. Это уже совершившийся факт. В этой связи необходимо выработать согласованные подходы относительно ситуации в Афганистане, а также развитие диалога с новыми властями страны. В частности, важно достичь широкого политического представительства всех слоев афганского общества в государственном управлении, не допускать возможный рост экстремизма в регионе и экспорт радикальной идеологии, использование территории Афганистана для подрывных действий против сопредельных государств, обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе женщин и национальных меньшинств, предотвратить масштабный гуманитарный кризис, рост потоков беженцев, продолжить содействие в этой стране в решении социальных проблем. В этом плане следует рассмотреть возможность разморозки государственных активов Афганистана, находящихся в зарубежных банках. Для консолидации наших усилий и широкого обсуждения вопросов политического урегулирования в этой стране предлагаем регулярно проводить встречи высокого уровня в формате ШОС Афганистан с привлечением государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. Готовы организовать первую такую встречу в Ташкенте. Уважаемые друзья, по итогам сегодняшнего саммита к Республике Узбекистан переходит почетная и весьма ответственная миссия председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Искренне благодарен моих уважаемых коллег за поздравления и добрые пожелания. В свою очередь хотел бы обозначить приоритеты и задачи совместной работы за предстоящий период. Первое. Важно продолжить усилия по дальнейшему укреплению потенциала и авторитета ШОС. Предлагаем подготовить к нашей следующей встрече комплексную программу по реализации диалога, договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на предстоящие 5 лет. Второе. Выступаем за разработку плана совместных действий по развитию внутрирегиональной торговли ШОС.
В него необходимо включить совместные шаги по устранению торговых барьеров, сближение технических регламентов, цифровизация таможенных процедур, а также других мероприятий по облегчению взаимного доступа на рынки. Третье. Важно ускорить принятие программы промышленной кооперации ШОС. Практическим механизмом ее реализации станет создание центров индустриальной кооперации в наших странах. Мы также готовы провести экономический форум и неделю промышленной инновации Шанхайской организации сотрудничества в следующем году в Узбекистане. Четвертое. Принятие стратегии ШОС по развитию транспортной взаимосвязанности позволит в полной мере задействовать транзитный потенциал наших стран и повысит эффективность системы коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Кроме того, выступаем с инициативой о совместной подготовке долгосрочной программы инфраструктурного развития на пространстве ШОС, в которую могли бы войти трансграничные проекты в области энергетики, коммуникации, зеленого развития. Пятое. Особую актуальность для нас представляют вопросы сокращения бедности и обеспечения продовольственной безопасности. Считаем крайне важным в ближайшее время запустить механизм регулярных министерских встреч и экспертов консультаций по этим направлениям. Шестое. Ключевым приоритетом является активизация усилий по обеспечению мира и стабильности на пространстве ШОС. Этому послужит практическая реализация принимаемого решения о совершенствовании механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности, в том числе более полного использования потенциала РАЦ-ШОС. Отраженные в данном документе инициативы позволят укрепить наше взаимодействие в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью, а также в сфере кибербезопасности. Кроме того, предлагаем возобновить встречи министров внутренних дел и общественной безопасности наших стран. Седьмое. Учитывая наработанный нашими партнерами успешный опыт в области информационной безопасности, целесообразно учредить экспортный форум ШОС по данной тематике. Это позволит выработать согласованные меры по адекватному реагированию на современные угрозы и вызовы в киберпространстве. Восьмое. Мы положительно оцениваем совместные достижения народной дипломатии, заинтересованные в развитии многопланового сотрудничества между регионами наших стран, проведение совместных культурных, научно-образовательных, спортивных и других мероприятий. В этих целях выступаем за учреждение института посла доброй воли ШОС. Также вносим предложение о подготовке межправительственного соглашения о сотрудничестве наших стран в области туризма. Девятое. Пандемия показала необходимость более тесного взаимодействия в сфере здравоохранения. В данном контексте нам следует принять дорожную карту по сотрудничеству в вопросах профилактики и лечения инфекционных заболеваний, постковидной реабилитации, взаимного признания сертификатов о вакцинации. Десятое. Узбекистан в качестве председателя намерен активно привлекать наблюдателей и партнеров по диалогу к проектам сотрудничества в рамках нашей организации. Мы приветствуем принимаемое сегодня решение о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в члены ШОС и предоставления Королевству Саудовской Аравии, Арабской Республики Египет и государства Катар статуса партнеров по диалогу. Уважаемые главы делегации, мы тоже поддерживаем кандидатуру господина Джана Мина на пост генерального секретаря ШОС и желаем ему больших успехов. Благодарю моих коллег за поддержку кандидатуры
Руслана Мирзаева на пост директора исполкома региональной антитеррористической структуры. Выражаю также признательность секретариату и исполнительному комитету РАЦ ШОС за их активную деятельность продвижения общих целей и задач нашей организации. Уважаемые коллеги, убежден, что принимаемые сегодня важнейшие решения и документы будут способствовать дальнейшему развитию наших стран и повышению авторитета ШОС. Пользуясь случаем, приглашаю вас на очередное заседание Совета глав государств, которое мы намерены провести 15-16 сентября в следующем году в Узбекистане. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Шавкат Мирамонович. Слово предоставляется генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые главы государств и правительств, дамы и господа. Присоединяюсь к словам признательности в адрес таджикской стороны и лично президенту Рахмону Эмомали Шариповичу за теплое гостеприимство и организацию юбилейного саммита. В рамках приоритетов таджикского председательства, несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса, последовательно реализовывался курс на углубление внешнеполитической координации наших стран, совершенствование совместных механизмов сотрудничества, укрепление международного авторитета ШОС. Отмечая в текущем году 20-летие нашей организации, мы можем с уверенностью сказать, что ШОС твердо закрепилась в роли одной из ведущих трансрегиональных объединений для комплексного реагирования на вызовы и угрозы безопасности, обеспечения устойчивого экономического развития, углубления диалога между цивилизациями. Сегодня создание эффективной глобальной и региональной архитектуры безопасности и сотрудничества сложно представить без участия ШОС. Принципы шанхайского духа служат важным ориентиром в урегулировании международных разногласий политико-дипломатическим путем. В условиях пандемии коронавируса государства-члены продолжают проявлять высокий уровень солидарности, взаимной поддержки и сплоченности. В этот непростой период сохранен весомый акцент ШОС на укрепление сотрудничества и обеспечение регионального мира и стабильности. Достигнут прогресс в вопросе совершенствования механизмов противодействия новым вызовам и угрозам безопасности с учетом соответствующих инициатив сторон. Высокое практическое значение имеет принятие документов по борьбе с тремя силами зла, обеспечению международной информационной безопасности и реализации антинаркотической стратегии. Особую значимость для обеспечения мира и стабильности на пространстве ШОС имеет достигнута общая позиция государств-членов об исключительной важности создания в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества. В целях преодоления негативных последствий пандемии, реализация выработанных комплексных антикризисных мер и совместных действий должны быть направлены прежде всего на устранение торговых барьеров, развитие инвестиционного сотрудничества и промышленной кооперации. Считаем важным соответствующим механизмом ШОС активизировать работу по разработке и реализации совместных транспортных инфраструктурных проектов, в частности, в сфере оптимизации мультимодальных перевозок, формирования логистических центров для трансграничной электронной торговли, а также расширение применения цифровых технологий на транспорте. Объявление юбилейного года годом культуры ШОС продемонстрировало всему мировому сообществу пример уважительного отношения к многообразию национальных традиций и взаимообогащения культур на пространстве организации. Нынешний юбилейный саммит по праву можно считать историческим событием, подтверждением которому стали договоренности в пользу расширения состава семьи ШОС, что наглядно подтверждает намерение нашей организации твердо следовать принципу открытости. Уважаемые главы государств, разрешите пожелать вновь назначенному генеральному секретарю ШОС
послу Джанмину успехов во благо организации. Пользуясь случаем, хотел бы выразить свою глубокую признательность лидерам наших стран, президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву за то доверие, которое было оказано мне при назначении на эту должность и за право быть причастным к делу процветания нашей организации. Для меня было большой честью, особой привилегией и огромной ответственностью участвовать в реализации утвержденных вами масштабных планов по развитию ШОС. В завершение хочу вновь отметить высокий уровень председательства Таджикистана и пожелать предстоящему узбекскому председательству больших успехов в выполнении этой почетной и ответственной миссии. Секретариат ШОС приложит максимальные усилия для продуктивного проведения всех намеченных мероприятий и их содержательное наполнение. Благодарю за внимание. Спасибо, Владимир Имамович. Слово предоставляется директору исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахону Гиясову. Пожалуйста. Ваше превосходительство, уважаемый Эмомали Рахмон, уважаемый глав государств, уважаемые участники заседания. Позвольте выразить слова признательности председательствующей таджикской стороны за инициативу проведения заседания в очном формате, высокий уровень организации мероприятия, традиционное гостеприимство и радушие. Душанбинский саммит совпал с 20-летием образования ШОС. Судьбоносное значение решения о создании организации дало возможность нашим народам укрепить узы дружбы и взаимопонимания на 60% территории Евразийского континента. Этот исторический шанс удалось реализовать в полной мере. Сегодня ШОС по праву считается одним из наиболее успешных проектов многовекторного международного сотрудничества нового времени. Среди широкого спектра направлений взаимодействия с первых дней создания ШОС и в ближайшей перспективе сфера безопасности будет оставаться одной из наиболее актуальных и востребованных. В данном контексте необходимо подчеркнуть, что в настоящее время мир и стабильность на пространстве ШОС подвергаются серьезным вызовам и угрозам. В первую очередь к ним следует отнести усиливающееся негативное влияние афганского фактора и наличие в приграничных афганских провинциях вооруженных отрядов международных террористических организаций, значительную часть которых составляют выходцы из государств-членов ШОС. В этих условиях компетентными органами государств-членов ШОС при содействии исполкома уделяется повышенное внимание реализации утвержденной Советом РАД ШОС практического взаимодействия практическим мерам взаимодействия по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму. В результате в 2020 году компетентными органами государств-членов ШОС, в том числе путем обмена информацией, пересечена деятельность 55 законспирированных ячеек МТО. Предотвращено 48 терактов, выявлено 570 и предотвращено 169 преступлений террористического, экстремистского и сепаратистского характера. Эти и другие значимые итоги работы региональной антитеррористической структуры отражены в представленном докладе Совета РАД ШОС. Активно осуществляется проработка и согласование инициатив сторон по дальнейшему расширению полномочий РАД, направленных на укрепление ее роли как важнейшего фактора обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС. Уважаемый глав государств, завершая свое пребывание на посту директора исполкома РАД, пользуясь случаем, хочу выразить слова особой благодарности президенту Республики Таджикистан, лидеру нации, глубоко уважаемому Эмомали Рахмону за предоставление в 2018 году моей кандидатуры на эту ответственную должность и оказанное высокое доверие. Сердечно признателен вам, глубоко уважаемые главы государств, за всемирную поддержку деятельности РАД, которую я неизменно ощущал в качестве директора исполкома. Отдельно слова признательности позвольте выразить президенту Республики Узбекистан, глубоко уважаемому Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву за созданные прекрасные условия для работы и пребывания интернационального коллектива исполкома РАД ШОС на гостеприимной земле солнечного Узбекистана. Еще раз огромное спасибо вам. Благодарю. Доклад закончен. Спасибо, Джумахон Файозович.
Прошу выступить глав государств наблюдателей при ШОС. Слово предоставляется президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Пожалуйста. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые коллеги, друзья. Хочу поздравить всех присутствующих со знаковым событием – 20-летием со дня образования Шанхайской организации сотрудничества. Свидетельством укрепления авторитета ШОС является постоянное стремление все большего числа стран, поддерживающих шанхайский дух взаимного доверия и равноправия, присоединиться к организации. Приветствуем запуск процедуры принятия Исламской Республики Иран в члены Шанхайской организации сотрудничества. Острые глобальные вызовы в современности четко говорят, что наступает время исторического стресс-теста для нашей организации. Возможно, самого серьезного за всю 20-летнюю историю. Компетенция ШОС позволяет одновременно заниматься кругом разнообразных вопросов от безопасности, экономического развития, выстраивания новых финансовых и гуманитарных систем до реализации крупных инфраструктурных проектов. Однако успешно реализовать эти преимущества можно только совместными, согласованными усилиями, объединением наших потенциалов на благо народов. Хотел бы остановиться на ряде ключевых тем, требующих тесного взаимодействия в рамках организации. Первое. ШОС – одна из самых крупных в мире региональных организаций. Этот статус дает все ресурсы и возможности, чтобы не играть по правилам, которые диктуют внешние силы. Тем более, что губительные итоги такого навязывания сегодня очевидны для всех. Мы видим, с каким мощным внешним давлением сталкиваются государства-участники организации. В наших силах обеспечить мир на родной земле, отстоять многополярное справедливое мироустройство ради будущего человечества, где будут учитываться интересы каждого. Для достижения данных целей необходимо ускорить сопряжение глобальных стратегий развития, расширить взаимодействие в сфере безопасности, продолжить укреплять сотрудничество в области инфраструктуры, промышленных парков, высоких технологий. Убежден, что ШОС также может принимать более активное участие в урегулировании региональных противоречий и конфликтов в регионах Центральной, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, да и планеты в целом. Второе. Не ослабевает угроза распространения COVID-19. Мы полностью поддерживаем позицию Китая о недопустимости превращения этой общечеловеческой проблемы в политический инструмент. Несмотря на то, что на деле правительства России и Китая предоставили многим гуманитарную помощь в виде вакцин, технологий их производства и средств индивидуальной защиты, наши оппоненты все больше манипулируют данной темой по основаниям, далеким от борьбы за здоровье населения. Поэтому нам как никогда необходимо сплотиться и вместе работать над созданием альянса в области здравоохранения. Нужно активизировать сотрудничество в сфере производства не только вакцин, но и лекарств. И лекарств не только для лечения от ковид. Благодаря конструктивному сотрудничеству с партнерами, прежде всего с Россией, Беларусь наладила у себя производство вакцины и с 15 июля текущего года предоставляет возможность иностранным гражданам без визы посетить нашу страну для вакцинации от COVID-19. Вакцина должна стать всеобщим общественным благом, доступным каждому. Третье.
Злободневные для нашего времени глобальные вызовы, в особенности незаконный оборот наркотиков, терроризм, экстремизм, нелегальная миграция, волнуют и нашу страну. Поэтому всецело поддерживаем решение, инициированное Таджикистаном, о создании антинаркотического центра ШОС. Глубоко убежден, что принятый сегодня документ о статусе наблюдателя при ШОС позволит Беларуси и другим государствам обеспечить максимально широкое участие в утвержденных программах сотрудничества государств-членов ШОС, включая противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму. Четвертое. Наравне с пандемией одним из наиболее опасных вызовов для наших стран стали кибератаки и манипуляция сознанием через интернет. Они угрожают не только безопасности государственных институтов, но и общественным интересам, а также правам людей. Одна из основных проблем в данном контексте – отсутствие международной правовой системы, устанавливающей нормы и правила поведения в этой сфере. Разработка соответствующей международной базы позволит решить эти вопросы. Глобальная инициатива безопасности данных, предложенная китайскими партнерами, а также ранее озвученная Беларусью инициатива по созданию пояса цифрового добрососедства, могут стать важными шагами для продвижения в данном направлении. Пятое. Весьма перспективным является дальнейшее развитие общего транспортного пространства ШОС, которое будет способствовать формированию благоприятной логистической инфраструктуры. Совместными усилиями мы в состоянии эффективно соединить Европу с Азией, обеспечив расширение сети маршрутов и создание необходимых условий для транзита, что уже, кстати, и делается нашими усилиями Беларуси и Китая. Хочу акцентировать внимание на необходимости первоочередного развития железнодорожных перевозок, поскольку именно железнодорожный транспорт оказался самым устойчивым к различного рода ограничениям в условиях пандемии. Шестое. Большое внимание международным сообществом сейчас уделяется вопросам экологии, глобального потепления, разбалансировки природных систем и истощения природных ресурсов. Мы исходим из общей необходимости расширения взаимодействия в сферах возобновляемых источников энергии и атомной энергетики. 7 ноября 2020 года, год тому назад, в Беларуси состоялся официальный запуск первого блока атомной электростанции, построенный с участием и при помощи Российской Федерации. Атомная энергетика интенсивно развивается, обладает огромной энергоемкостью и способствует значительному снижению парникового эффекта. Беларусь, как полноценный участник клуба стран мирного атома, приветствует инициативу ШОС в сфере энергетики и готова активно в них участвовать. Седьмое. Беларусь решительно и последовательно поддерживает предложение ШОС в части расширения использования национальных валют в торговле и финансах. Складывающаяся в последнее время ситуация демонстрирует все большую уязвимость тех, кто всецело опирается на одну известную нам валюту. Это не просто лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, но и угрожает национальной безопасности. Тем более, что все чаще данный рычаг начинает использоваться как оружие. Решение о создании Банка развития и Фонда развития ШОС позволит всем сторонам получить дополнительную финансовую поддержку и обеспечить суверенное и стабильное экономическое развитие своих государств без оглядки на западные державы. Восьмое, но, возможно, наиболее актуальное на сегодняшний день. Афганистан. Это государство имеет статус наблюдателя в ШОС. Практически все государства Центральной Азии, а также Россия, Китай,
Пакистан, Индия являются членами ШОС. Таких уникальных площадок для обсуждения решения данной проблемы больше нет. Возможно, и не надо. Все мы уважаем суверенитет, независимость, территориальную целостность этого государства. Придерживаемся принципов международного права о невмешательстве во внутренние дела. Этот тезис звучал во всех выступлениях ораторов нынешнего саммита. Все мы заинтересованы в том, чтобы страна стабилизировалась и не генерировала проблем соседям. Более того, вовлечение Афганистана в развитие региональной, транспортной, логистической, энергетической инфраструктуры критически важно для повышения уровня сопряженности Центральной и Южной Азии, а также экономического пространства Шанхайской организации сотрудничества в целом. Скоординированная позиция могла бы также создать предпосылки для того, чтобы организация выступила системным интегратором работы других международных игроков. Это могут быть специализированные агентства ООН, глобальные экономические и финансовые институты и даже отдельные представители частного сектора и гражданского общества, заинтересованы в работе по конкретным проектам внутри Афганистана и вокруг него. Наша страна готова оказать содействие восстановлению афганской инфраструктуры, обеспечению продовольственных поставок. В последнее время, уважаемые коллеги, все чаще звучат разные точки зрения и позиции по Афганистану. Суммируя все, что сказано, мой опыт работы президентом позволяет сделать один вывод. Все проблемы, которые сегодня существуют в Афганистане, решать афганскому народу. Только афганский народ может решить все проблемы, которые созданы и создаются на этой территории. Но есть интерес и соседей в стабильной стране, в стабильном Афганистане. Ну так соседям надо подключиться к решению этих проблем. История нас учит чему? Два крупнейших, мощнейших государства, в том числе и мое бывшее, Советский Союз и ныне Америка, 30 лет пытались отчасти силой решить проблемы в Афганистане. И что получилось? Вы это знаете по последним событиям. Поэтому проблему надо решать добром. К афганскому государству и афганскому народу надо относиться как к равному. Надо помочь Афганистану. Только на этом пути можно безболезненно решить проблемы. Но все мы должны понимать, что мгновенно решить эти проблемы не получится. Надо идти спокойно, терпеливо, предлагая те или иные пути помощи Афганистану. Не следует свои ценности им навязывать. Они выберут свое будущее сами. Об этом учит нас и история, современная история развития региона Центральной и Южной Азии, в том числе Афганистана. Еще раз подчеркиваю, афганцы выберут свое будущее сами. Нам надо им помочь. Но надо понимать, еще раз повторяю, что это не будет мгновенно. В завершение хотел бы высказать слова благодарности дружественному Таджикистану и его президенту за организацию этого заседания, да и других мероприятий, двусторонних встреч на высоком уровне, а также за председательство в Шанхайской организации сотрудничества в столь непростое время. Прошу обратить внимание, что за последние почти 2 года это первое заседание, которое мы проводим в очном формате. Это тоже дорогого стоит, и это благодарность вам, Эмомали Шарипович, за вашу настойчивость. Я также присоединяюсь к мнению выступавших здесь и желаю узбекским своим коллегам Шавкату Мирамоновичу успехов в предстоящей работе, в председательстве в это непростое время, в этой могущественной
организации, Шанхайской организации сотрудничества. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас, Александр Григорьевич. Слово предоставляется президенту Исламской Республики Иран, господину Ибрахиму Раисия. Марамат Джановьери. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Слава Аллаху. Да благословит Аллах Мухаммеда, وصحبه المنتجبين وصلى على علي بن موسى الرضا المرتضى. جناب آقای امام علی رحمان رئیس محترم جمهوری تاجیکستان، رؤسای محترم جمهور و نخست وزیران محترم، جناب آقای دبیرکل محترم سازمان همکاری شانگهای، رؤسای محترم هیئت‌های بلندپایه، ابتدا مایلم مراتب تشکر و قدردانی خود را از جناب آقای امام علی رحمان رئیس جمهور محترم کشور زیبا و فرهنگی تاجیکستان و مردم تاجیکستان به خاطر مهمان نوازی و میزبانی گرم این اجلاس و برنامه‌ریزی بسیار خوب و عمل آمده طی دوره مدیریتیشان بر سازمان اعلام نمایم. از فرصت استفاده می کنم و فرارسیدن 20مین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای را به تمامی اعضای محترم تبریک گفته و امیدوارم سازمان شانگهای در ادامه نیز مسیر بالنده خود را که موجب شده است در مدتی کوتاه جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی ممتازی را کسب نماید تداوم بخشد. اجازه دهید خرسندی خود را از بابت حضور در این نشست مهم و تأثیرگذار که یکی از معدود فرصت‌های گفتگو برای تضمین صلح و همکاری واقعی در سطح منطقه‌ای است ابراز نمایم و از تمامی اعضای محترم برای عضویت دائمی ایران اسلامی صمیمانه تشکر نمایم. خانوم‌ها و آقایان، توسعه فرهنگی دستور کار اول همکاری بین کشورهای صاحب تمدن است. بخش عمده خزانه فرهنگ و معنویت جهان در آسیا قرار دارد. آسیا مهد تمدن بشری است و قلب تپنده آن در چین و هند و تاجیکستان و ایران فرهنگساز بوده است. فرهنگ و تمدن آسیایی همیشه با همگنی صبر و ادب و احترام متقابل و خیرخواهی و در یک کلام حکمت و عدالت همراه بوده است. بزرگترین ادیان ابراهیمی در آسیا بودند. معنویت نیاز همیشگی بشریت و گمشده انسان امروز است. بحران معنویت زیرساخت همه بحران‌های جهان است. انحصارگرایی، خشونت، نقض حقوق بشر جلوه‌هایی از پیامدهای دوری از معنویت است. ایران می‌تواند نقش مهمی در توسعه منطقه‌گرایی فرهنگی ایفا نماید. عالی جنابان، زمانی که من مسئولیت ریاست جمهوری اسلامی را عهده‌دار شدم، جهتگیری سیاست خارجی خود را تمرکز بر چند جانبه گرایی اقتصادی و تقویت سیاست همسایگی به معنی وسیع آن و تقویت حضور در سازمان‌های منطقه‌ای معرفی کردم. ترکیب دو ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند می تواند تحقق عینی بخشی از این رویکرد باشد. ظرفیت‌های عظیم جمهوری اسلامی
به لحاظ ژئوپلیتیک، جمعیت، انرژی، حمل و نقل، نیروی انسانی و از همه مهمتر معنویت، فرهنگ و تمدن میتواند تحرک معناداری به این چشمانداز ببخشد. این منطقه در طول تاریخ پیوستگی شگرفی داشته است و احیاء این پیوستگی از کارویژه‌های پیمان شانگهای و مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران است. آسیا سرزمینی غنی از تمدن‌ها و ارزش‌هاست. نقش‌آفرینی آسیا در عرصه بین‌الملل نیازمند حفظ تجانس، هارمونی بین ملت‌ها و تمدن‌های خود است. ایران تجانس بین ملت‌ها و تمدن‌های آسیایی را تقویت می‌کند. خانم‌ها و آقایان، جهان وارد دوران جدیدی شده است. سلطه طلبی و یک جانبه گرایی رو به زوال است. نظام بین‌الملل به سوی چند قطبی شدن و باز توزیع قدرت به سود کشورهای مستقل در حال تغییر است. در شرایط کنونی صلح و امنیت جهانی از ناحیه سلطه طلبی و چالش‌های همچون تروریسم، افراطگرایی و جدایی طلبی در معرض تهدید قرار دارد. تهدیدهایی که طیف وسیعی از کشورهای جهان و به ویژه اعضا و شرکای سازمان همکاری شانگهای را هدف قرار داده است. آسیا همچون گذشته‌های نچندان دور در کانون تغییرات جهانی قرار دارد. حفظ و تقویت صلح در این پهنه گسترده نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. سازمان همکاری شانگهای و روح حاکم بر آن، یعنی اعتماد متقابل، منافع مشترک، برابری، رایزنی مشترک، احترام به تنوع فرهنگی و توسعه مشترک، ابزار کلیدی در راستای حفظ صلح در قرن 21 است. صلح و توسعه از مسیر همکاری و هماهنگی کشورهای کلیدی این منطقه حاصل می شود. در این مسیر شکل دهی و تقویت پیوندهای زیرساختی میان کشورهای مختلف اهمیت و ضرورت دارد. ابتکار کمربند راه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کریدور شمال جنوب به عنوان طرح‌های کلیدی در حوزه اتصالات زیرساختی می توانند در تقویت منافع مشترک کشورهای در حال توسعه و تقویت صلح در این منطقه نقش ایفا نمایند. این پروژه ها نه رقیب بلکه مکمل یکدیگرند. ایران حلقه وصل 3 طرح زیرساختی فوق است. ایران می تواند از طریق کریدور شمال جنوب حلقه وصل جنوب و شمال اوراسیا باشد و آسیای مرکزی و روسیه را به هند پیوند دهد. کریدور شمال جنوب می تواند زیرساخت سخت همگرایی در قالب اوراسیای بزرگ را تقویت نماید. ایران در مسیر یکی از کریدورهای ابتکار کمربند و راه، یعنی کریدور چین، آسیای مرکزی و غرب آسیا قرار دارد و می تواند پیوند دهنده شرق و غرب اوراسیا باشد. همچنین بندر بزرگ چابهار ایران ظرفیت تبدیل شدن به مرکز تبادلات چندین کشور عضو و همسایه را به نحو ویژه دارد که با همت اعضا می تواند به نمادی از همکاری همه اعضای سازمان شانگهای باشد. خانم‌ها و آقایان، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر مشارکت فعال در سازمان‌های بین‌المللی، چند جانبه گرایی و مخالفت با یک جانبه گرایی بر پایه عدالت، همکاری،
احترام متقابل، ضرورت ایفای نقش سازنده در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بوده است. امروز نظام بین‌الملل با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبرو است که حل آنها توسط یک دولت به تنهایی امکان پذیر نیست. چالش اول همه‌گیری کرونا است که نه تنها سلامت ملت‌های جهان را هدف قرار داده، بلکه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابل توجهی نیز در بر داشته است. ما از تلاش اعضای سازمان شانگهای بخصوص چین و روسیه و هند برای کمک به واکسیناسیون جهانی تشکر می‌کنیم و آن را در راستای کمک به روح همکاری در عرصه بین‌الملل ارزیابی می‌دانیم. هر گونه اختلال در روند کمک به سلامت انسان‌ها از طریق واکسیناسیون جهانی به بهانه تحریم ضد حقوق بشر و جنایت علیه بشریت است. حل این مشکل شدیداً نیازمند همکاری بین‌المللی است و اعضای پیمان شانگهای پتانسیل فراوانی را در این زمینه دارند و جمهوری اسلامی ایران حاضر است در این زمینه فعالانه همکاری کند. تحریم یا تروریسم اقتصادی چالش دیگری است که به مهمترین ابزار سلطه طلبان برای تحمیل اراده به دیگران بدل شده است. تحریم یا تروریسم اقتصادی از موانع کلیدی پیشبرد همگرایی منطقه‌ای محسوب می شود. سازمان همکاری شانگهای به طراحی ساختارها و مکانیزم‌های مقابله جمعی با تحریم نیاز دارد. تحریم‌های یک جانبه تنها علیه یک کشور نیست، بلکه همان گونه که در سالهای اخیر روشن شده تعداد بیشتری از کشورهای مستقل به ویژه اعضای سازمان را در بر می‌گیرد. طراحی مکانیزم‌های مقابله جمعی با تحریم‌های یک جانبه در قالب این سازمان اهمیت و ضرورت دارد. از سوی دیگر ناامنی مخل توسعه و پیشرفت و تروریسم مانع رشد اقتصادی پایدار است. جمهوری اسلامی ایران با سابقه بیش از 40 سال تقابل و مبارزه بی امان با تروریسم و افراطگرایی خدمات شایسته‌ای به تحقق صلح و عدالت در منطقه غرب آسیا انجام داده است. ما هم پیمان عراق و سوریه در تقابل با داعش و سایر جریان‌های تروریستی بوده ایم. شراکت راهبردی ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم، افراطگرایی در سوریه تجربه‌ای ارزشمند و الگویی موفق برای همکاری با سایر شرکای منطقی و فرامنطقی در آینده است. این جانب دست همکاری برای تحقق صلح و همپیمانی برای مبارزه با تروریسم و افراطگرایی به سوی همه دولت‌های مشارکت کننده در این اجلاس دراز می‌کنم. ما نیازمند اقدام جمعی برای تأمین امنیت و عدالت به عنوان زیرساخت‌های اصلی توسعه و پیشرفت هستیم. متاسفانه بیش از 2 دهه مبارزه نمایشی امریکا با تروریسم در افغانستان و عراق موجب از دست رفتن فرصت‌های فراوان این دو کشور در تأمین امنیت و رفاه برای ملت‌های خود گردید. امریکا چند سال است که این الگوی ناموفق را به سوریه نیز صادر کرده است. مراکز حضور و تحرک نیروهای امریکا در سوریه از ناامن‌ترین و بی‌ثبات‌ترین مناطق این کشور است. جمهوری اسلامی ایران معتقد به امنیت مشترک است و امنیت را تفکیک شده نمی‌داند. راه تأمین امنیت مشترک راه بومی است که صرفاً با مشارکت قدرت‌های منطقه‌ای و بدون مداخله خارجی امکان پذیر است. همکاران محترم، مسئولیت وضعیت ایجاد شده در افغانستان تماماً بر عهده امریکا و کشورهای همکار او در این مدت است.
اما ما کشورهای منطقه بایستی شرایطی را فراهم کنیم تا مردم افغانستان بتوانند بر مشکلات خود چیره شوند و مسیر را برای آینده مطمئن ترسیم کنند. از نظر جمهوری اسلامی این مهم تنها از طریق کمک کشورهای منطقه به مشارکت مؤثر همه اقوام در حاکمیت آینده افغانستان محقق خواهد شد. طبیعتاً کشورهای منطقه صرفاً نقش تسهیلگری دارند. دخالت خارجی در افغانستان بر مشکلات می‌افزاید و در نهایت بر بی‌ثباتی در آن کشور دامن می‌زند. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران آماده است تمام توان خود را در خدمت ایجاد حکومتی فراگیر، همه شمول و مستقل در افغانستان قرار دهد و همانند تمامی این سالهای سخت که در کنار برادران و خواهران افغانی خود بوده ایم به یاری آنان بشتابیم. لکن مایلم تأکید کنم تحقق چنین هدفی از عهده هیچ کشوری به تنهایی بر نمی آید و نیازمند کار مشترک و سازمان یافته در قالب سازوکارهای منطقه‌ای است. عالی جنابان، تأمین حقوق ملت ایران در حوزه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، تضمین منافع مشترک کشورهای در حال توسعه است. هیچ موضوعی نمیتواند فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را که در چارچوب مقررات بین‌المللی انجام می‌شود دچار توقف نماید. دیپلماسی یکی از ابزارهای تأمین منافع ملی کشورهاست، ولی دیپلماسی زمانی کارآمد است که همه طرف‌ها در عمل با آن پایبند باشند. تهدید و فشار پای دیپلماسی را سست می‌کند و دست آن را می‌بندد. متأسفانه برخی طرف‌ها با استفاده از ابزار تهدید و فشار تصور می‌کنند دیپلماسی را به نفع خود رقم بزنند، در حالی که این ترفند عملاً دیپلماسی را از میدان به در می‌کند و آن را از کارایی می‌اندازد. جمهوری اسلامی ایران رفع تحریم‌ها را حق تردید ناپذیر ملت ایران می‌داند و هر فرایندی که خلاف این حق باشد را در راستای منافع ملت ایران نمی‌داند. جمهوری اسلامی ایران ضمن احترام به رفتار مستقل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و به رسمیت نشناختن تحریم‌های ظالمانه یک جانبه امریکا و عدم پیروی از سیاست‌های تحریمی غیرقانونی این کشور، تقویت همکاری‌های دو جانبه را به ویژه در عرصه اقتصادی عامل مهمی در ارتقاء نقش راهبردی سازمان همکاری شانگهای در اقتصاد جهانی می‌داند. عالی جنابان، در پایان لازم می‌دانم توجه اعضای سازمان را به ضرورت همکاری در موضوعات محیط زیستی، در موضوعاتی مثل رشد فناوری، همکاری‌های پسا کرونا، امنیت سایبری، دیپلماسی مردمی و ارتباط قوی با مردم و برخورد سازمان یافته با جرائم سازمان یافته با مواد مخدر و تروریسم اعلام نمایم. معتقدم اعضای سازمان شانگهای با اعتماد به پیشینه ریشه‌دار تمدنی خود می‌توانند روش‌های موجود برای دستیابی و گسترش صلح و امنیت را بر مبنای دیپلماسی و تعامل همه‌جانبه مبتنی بر عدالت و معنویت استوار نمایند. بار دیگر از رئیس جمهور محترم تاجیکستان تشکر و قدردانی می‌نمایم. برای دولت و مردم کشور تاجیکستان آرزوی سعادت و بهروزی دارم و ریاست کشور ازبکستان را بر این سازمان تبریک عرض می‌کنم و در پایان یک بار دیگر از همه اعضای محترم برای عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران
صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم از رئیس جمهور محترم تاجیکستان، رئیس جمهور محترم روسیه آقای پوتین و رئیس جمهور محترم چین. صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Ташакур, Джанаб Виали. Слово предоставляется нашему почетному гостю, президенту Туркменистана, господину Гурбангуле Виалгировича Бердымухамедова. Прошу вас. Уважаемый господин председатель, уважаемые главы и члены делегации, прежде всего тоже позвольте поблагодарить организаторов нынешнего заседания Совета глав государств, членов Шанхайской организации, сотрудничества за приглашение принять участие в этой важной представительной встрече в качестве почетного гостя. Выражаю признательность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Маули Рахмону, за гостеприимство и теплый прием, радушие и прекрасную организацию саммита. Хотел бы также искренне поздравить всех участников с юбилеем организации. За прошедшие 20 лет она превратилась в крупное, авторитетное межгосударственное объединение, получившее заслуженное признание и уважение в мире, оказывающее мощное конструктивное воздействие на ход и характер как глобального, политического и экономического развития. Для Туркменистана отношения ШОС являются важным направлением стратегии международного партнерства, которое базируется на приверженности широкой географической и структурной диверсификации наших внешних связей. Мы заинтересованы и уважительно относимся к деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Осознаем и значительный потенциал нашего сотрудничества как в энергетической, транспортной сферах, в торговле, инвестициях, промышленности, агрокомплексе и сфере высоких технологий и инноваций. Немаловажно и то, что страны, входящие в эту организацию, являются и давними, причем традиционными партнерами Туркменистана, его соседями и друзьями, и потому развитие отношений ШОС мы рассматриваем в органичной связи как поступательным ходом двухстороннего партнерства, так и с общей направленностью своего участия в мировых и континентальных делах. В этом контексте Туркменистан высоко ценит конструктивную и ответственную позицию, которую занимает Шанхайская организация сотрудничества в вопросах упрочения мира, глобальной стабильности и безопасности, противодействием современным вызовам и угрозам. В рамках нейтрального статуса Туркменистана мы готовы к активному взаимодействию с ШОС в реализации этих важнейших задач. Ну, прежде всего, в таких направлениях, как борьба с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, международное партнерство в сферах обеспечения информационной и биологической безопасности. Сегодня, когда весь мир столкнулся с новыми, причем серьезными вызовами, роль Шанхайской организации сотрудничества, конечно, объективно возрастает. И, конечно, ее возможности, точно накоплен опыт, помимо традиционных сфер совместной деятельности, востребованы в контексте задач, связанных с минимизацией последствий пандемии, то есть восстановлением континентальных, экономических и транспортных связей, инфраструктуры и логистики. То есть в этой связи хотел бы проинформировать вас, что Туркменистан совместно с Организацией Объединенных Наций планирует
в апреле 2022 года организовать у себя международную конференцию развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. И рассматриваем ее как хорошую возможность для конкретного практического диалога по вопросам международного транспортного сотрудничества в чрезвычайных условиях и посткризисные периоды. И вот мы приглашаем ваше государство к участию в этом важном международном форуме. Что же касается непосредственно борьбы с коронавирусом, то здесь Туркменистан выступает, конечно, за консолидацию усилий и системное общение медицинских сообществ наших государств. Для этого предлагаем активизировать совместную работу во Всемирной организации здравоохранения и специализированных органах Организации Объединенных Наций. В частности, наша страна выступает с инициативой о создании специальной программы Всемирной организации здравоохранения по изучению генома коронавируса, многостороннего механизма ВОЗ по борьбе с пневмонией и методического центра ВОЗ по лечению и профилактике острых инфекций, а также Центрально-Азиатского регионального центра эпидемиологии, вирусологии и бактериологии. И убеждены, что поддержка этих инициатив со стороны Шанхайской организации сотрудничества будет и способствовать их эффективной реализации в интересах всего мира и содействия тем самым налаживанию адекватных и системных международных механизмов по противодействию опасным инфекциям на долгосрочную перспективу. Уважаемые главы делегации, мы высоко ценим сотрудничество ШОС и убеждены, конечно, в его перспективности, в целях и ускоренного развития Центрально-Азиатского региона, то есть превращение его в важнейший транспортно-логистический и экономический центр континентального значения и прочное звено стабильности в партнерстве Евразии. Здесь хотел бы отметить очевидную совместимость международных инициатив центральноазиатских стран, отраженных как раз в итоговом документе консультативной встречи глав государств Центральной Азии, состоявшей 6 августа 2021 года в Туркменистане, то есть со стратегическими целями Шанхайской организации сотрудничества. И, на наш взгляд, это открывает и обширное пространство для совместной деятельности и в будущем. Вот в данном контексте значимым шагом и стала поддержка со стороны государств, участников ШОС, проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Это укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе. Этот документ как раз-таки Туркменистан намерен инициировать в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи. Уважаемые участники, со всеми государственными членами, наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС Туркменистан связывает исторические тесные узы, многолетние партнерские связи, основаны как на дружбе, добрососедстве, равноправии, взаимном уважении. Убежден, что такой характер двухсторонних отношений служит и мощным дополнительным фактором нашего взаимного сближения на понятных и, конечно, открытых принципах, то есть налаживание компетентного, профессионального диалога и перехода к выработке перспективных направлений моделей партнерства. И этому способствует
и наличие у наших стран мощной, ресурсной, производственной базы, выгодно и географическое расположение, динамичное развитие логистической инфраструктуры, наработан опыт и традиции сотрудничества, как взаимопонимания и доверия. Уверен также, что налаживание многопланового, системного и целенаправленного сотрудничества между Туркменистаном и ШОС способно дать новые мощные импульсы для развития, где должно содействовать динамичному и качественному ходу политических, экономических, социальных, гуманитарных процессов на всем пространстве Евразии. Готовы к конструктивной совместной работе. Я благодарю за внимание. Благодарю вас, Гурбангалин Валерьевич. Уважаемые коллеги, а теперь видеообращение президента Монголии господина Укнаген Хурилсух. Пожалуйста. Эрхэмсэг ноён ерөнхийлөгч Эмомали Рахмон эрхэм төлөөлөгчдийн тэргүүнээрээ хатагтай ноёдоо. Your Excellency President Emomali Rahmon, distinguished heads of delegations, ladies and gentlemen. Прежде всего, я хочу поздравить всех с 20-летием основания Шанхайской организации сотрудничества. Также хочу поздравить господина Эмомали Рахмона и правительство Республики Таджикистан, одного из соучредителей ШОС, с успешной организацией заседания Совета глав государств, несмотря на непростую ситуацию с пандемией. Дамы и господа, пандемия коронавируса, охватившая весь мир, продолжает поражать экономику стран, ухудшая благосостояние граждан. За это время Монголия, как и весь остальной мир, стояла перед непростым выбором – ввести жесткий карантин или возобновить экономическую деятельность. До сих пор мы не знаем, как долго продлится волна эпидемии и ее последствия. Пандемия наглядно показала, что в сегодняшнем глобализированном взаимозависимом сообществе ни одна страна не в силах объединить свою безопасность, что международное сообщество должно объединить усилия для преодоления трудностей и задач, стоящих перед нами. Мы стали свидетелями такого сотрудничества при разработке, производстве и распространении вакцин против коронавируса. Пользуясь данной возможностью, выражаю искреннюю благодарность правительствам Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Индия, которые поставили в нашу страну вакцины собственного производства в самые трудные дни пандемии. В это время, когда международные отношения делятся на периоды до и после пандемии, мы, придерживаясь принципов шанхайского духа, должны приложить усилия для углубления международного единства и взаимопонимания. Данные меры необходимы для активизации регионального взаимодействия и сотрудничества. Кроме того, всем странам необходимо тесно сотрудничать при разработке целей и планов устойчивого развития, уделяя особое внимание не только экономическим и экологическим аспектам, но и безопасности общественного здравоохранения, придерживаясь принципа недискриминации. Дамы и господа, Монголия считает, что с момента своего создания в 2001 году ШОС превратилась во влиятельную региональную международную организацию, которая расширила свой охват, включая такие сферы, как торговля, экономика, культура, гуманитарные вопросы, а также борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. С момента получения статуса наблюдателя в ШОС в 2004 году Монголия стремится активно отчитывать и вносить свой вклад во всех встречах и мероприятиях ШОС на всех уровнях. За прошедшее время Монголия придавала особое значение созданию механизма сотрудничества между странами, членами, наблюдателями и партнерами и заинтересована в дальнейшей активизации деятельности в этой сфере. В этом контексте мы считаем, что обогащение сотрудничества ШОС, прежде всего практическим экономическим содержанием, не только даст толчок экономическому развитию стран-участниц, но и укрепит репутацию организации и будет способствовать распространению положительного имиджа ШОС.
Монголия всегда готова активно сотрудничать с государствами, членами, наблюдателями и партнерами по диалогу, чтобы внести свой вклад в дальнейшее развитие ШОС. И готова принимать активное участие в этой деятельности с позиции государства-наблюдателя, дамы и господа. Несмотря на то, что глобальные выбросы парниковых газов снизились во время карантина, ожидается, что воздействие на окружающую среду усилится по мере восстановления мировой экономики и промышленности. По этой причине в постпандемический период крайне необходимо внедрять экологические и безопасные принципы циркулярной экономики, придерживающиеся зеленый рост, реализация проектов и программ по сокращению выбросов парниковых газов, и оказывать политическую поддержку для создания зеленой финансовой системы. Как одна из наиболее уязвимых стран к изменению климата, Монголия готова тесно сотрудничать с соседними странами, а также проводить соответствующие встречи и мероприятия на региональном уровне для борьбы с опустыниванием, защиты от движения песка, уменьшения воздействия пыльных бурь. Отсутствие выхода к морю, географическое расположение между Россией и Китаем – это уникальные черты Монголии. В связи с этим, используя преимущество своего географического положения, соединяющего Азию и Европу, мы стремимся стать торговыми, логистическими, транспортным и сервисным узлом так называемой транзитной Монголии. В дальнейшем необходимо ускорить работы по экономически целесообразным стратегическим проектам, таким как обновление Центрального железнодорожного коридора, который включен в программу создания экономического коридора между Монголией, Россией и Китаем. Строительство западного и восточного коридоров железной дороги, скоростной автомагистрали, соединяющей три страны, а также строительство газопровода из России в Китай через территорию Монголии. В настоящее время, когда товарооборот между Азией и Европой увеличивается, реализация вышесказанных целей позволит обогатить региональное сотрудничество практической и эффективной деятельностью. Важную роль в продвижении этой работы сыграет встречи глав государств Монголии, России и Китая, которые традиционно проводились в рамках саммитов ШОС. Дамы и господа, Монголия обеспокоена событиями, происходящими в Афганистане. Вскоре после вывода войск США и других стран НАТО из Афганистана безопасность региона в целом оказалась под угрозой из-за смены руководства и появления большого потока беженцев. Внутренняя ситуация в Афганистане, а также текущая политическая, социально-экономическая нестабильность не только ставит под угрозу народ Афганистана, но и угрожает безопасности региона в целом. Поэтому международное сообщество, ООН и региональные организации, в том числе ШОС, должны принять соответствующие меры для нормализации ситуации в Афганистане. Мы надеемся, что силы, взявшие на себя руководство Афганистаном, обеспечат безопасность страны и ее народа, и Афганистан станет мирной страной. Дамы и господа, позвольте выразить мою уверенность в том, что решения и документы, которые будут приняты на этой встрече, еще больше укрепят репутацию ШОС и внесут реальный вклад в процветание стран-участниц. Пользуясь случаем, хочу поздравить и пожелать удачи Узбекистану, следующему председателю ШОС. Спасибо за внимание. Большое спасибо. А теперь предлагаю посмотреть видеопослание генерального секретаря ООН. Пожалуйста. Рад принять участие в этом 20-м саммите Шанхайской организации сотрудничества. И я хочу высказать свою благодарность президенту Эмомали Рахмону за проведение этого важного совещания. Вы собираетесь в переломный момент. Тревожное развитие ситуации в Афганистане вызывает огромные политические, экономические, гуманитарные сложности, а также проблемы с безопасностью. Ситуация развивается очень быстро и крайне непредсказуемо. Но совершенно ясно, что население Афганистана хочет искоренить крайнюю бедность, найти работу, восстановить услуги здравоохранения и образования и защитить свои жизни и базовые
права и свободы. Они хотят, чтобы их страна была свободна от отсутствия безопасности и террора. Организация Объединенных Наций привержена оказанию помощи народу Афганистана. Наш руководитель гуманитарной миссии Мартин Гриффин не так давно был в Афганистане, и мы начали экстренный призыв для оказания немедленной гуманитарной помощи, а также созвали совещание высокого уровня в Женеве в поддержку этого события. Мы с нетерпением ждем работы со всеми вами для поддержки населения Афганистана. И работа региональных организаций, таких как Шанхайская организация сотрудничества, является крайне важной для решения наших совместных вызовов и плавного восстановления. Я горд тем, что наше сотрудничество усиливается с каждым днем. Наше партнерство способствует продвижению мира, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии, расширяет возможности для женщин и продвижению роли молодого населения. Продолжим же далее развивать эту жизненно важную работу. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания, мы завершили дискуссию, провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов жизнедеятельности организации, прозвучали ценные оценки и выдвинутые интересные предложения. Хотел бы выразить всем главам делегации признательность за содержательные выступления. Предлагаю поручить Совету министров иностранных дел, секретариату ШОС и исполкому РАД ШОС обобщить все высказанные идеи, рассмотреть и подготовить предложения по их реализации. На подписание выносится солидный пакет документов. Хотел бы поблагодарить экспертов государств-членов и должностных лиц, постоянно действующих органов ШОС, всех причастных лиц за их большой труд по подготовке содержательной части саммита. Прошу начать церемонию подписания Душанбенской декларации и других документов саммита. Уважаемые главы государств, правительств, дамы и господа, на подписание в ходе Душанбинского саммита ШОС выносится пакет из 30 документов. 尊敬的各国元首、政府首脑、女士们、先生们，上海合作组织杜尚别峰会框架内签署30项成果文件。 Главами государств подписывается Душанбинская декларация 20-летия ШОС и следующие решения Совета глав государств-членов ШОС. Об утверждении программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 22-24 годы. Об утверждении рабочего плана по реализации пунктов программы действий по выполнению антинаркотической стратегии на 18-23 годы. Об утверждении плана взаимодействия по вопросам обеспечения международной информационной безопасности на 22-23 годы. Об утверждении плана рекомендательных совместных мер по преодолению негативных социально-экономических последствий пандемии COVID-19 на 21-23 годы. О совершенствовании механизмов противодействия вызовам и угрозам безопасности. О генеральном секретаре ШОС. О директоре исполкома РАД ШОС. Об утверждении положения о гимне ШОС, об утверждении программы «Зеленого пояса ШОС», об утверждении плана мероприятий по реализации концепции сотрудничества в области охраны окружающей среды на период 22 по 24 годы, об утверждении доклада Генерального секретаря ШОС о деятельности ШОС за последний год, об утверждении доклада Совета РАЦ о деятельности РАЦ ШОС в 2020 году, об утверждении положения о туристической и культурной столице ШОС, об утверждении концепции экономического форума ШОС. 上海合作组织领导人签署上海合作组织20周年杜尚别宣言，元首们还将签署以下决议：关于批准打击恐怖主义、分裂主义和极端主义2022年至2024年合作纲要；关于批准2018年、2013年京都战略实施计划2021年至2023年工作计划，关于批准环保保障国际信息安全2022-2023年合作计划，关于批准消除新冠肺炎疫情对经济社会不利影响2021至2023年共同建议措施计划，关于完善成员国应对安全威胁和挑战机制，
关于上合组织秘书长、关于上合组织地区防恐怖机构执委会主任、关于批准上合组织这个条例、关于批准上合组织绿色时代纲要、关于批准环保合作构想、2022年至2024年落实措施计划、关于批准上合秘书长关于上合组织过去1年工作的报告、关于批准上合地区防恐怖机构执委会2020年工作的报告、关于批准上合旅游和文化制度条例、关于批准上合经济论坛构想。 О подписании меморандума между ШОС и ЮНИДО, о подписании меморандума между ШОС и Лигой арабских государств, о подписании меморандума между ШОС и ЮНКТАД, о подписании меморандума между ШОС и МККН, о начале процедуры приема Исламской Республики Иран в члены ШОС, о предоставлении государству Катар статуса партнера по диалогу ШОС, о предоставлении Арабской Республике Египет статуса партнера по диалогу ШОС, о предоставлении Королевству Саудовская Аравия статуса партнера по диалогу ШОС. 关于签署上合秘书处同联合国工业发展组织谅解备忘录。 关于签署上合秘书处同阿拉伯国家联盟秘书处谅解备忘录，关于签署上合秘书处同联合国贸易和发展会议秘书处谅解备忘录，关于签署上合秘书处同国际麻醉品管委会秘书处谅解备忘录，关于启动接受伊朗伊斯兰共和国成为上海合作组织成员国的程序，关于给予卡塔尔国对话伙伴地位，关于给予阿拉伯埃及共和国对话伙伴地位。 关于给予沙特阿拉伯王国对话伙伴地位。 Главами государств принимаются следующие заявления. Об укреплении сотрудничества в области науки, технологий и инноваций по продовольственной безопасности. В рамках Душанбинского саммита ШОС подписываются также 5 соглашений, меморандумов и стратегия. 成员国领导人发表以下声明：关于加强科技创新领域合作的声明。 关于粮食安全合作的声明，上海合作组织杜山别峰会框架内将签署5项文件，包括协议、备忘录和战略。бинандагони гиромӣ, тавре мушоҳида карда истодаед, ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, ки ба 20-мин солгарди таъсиси созмони ҳамкории Шанхай бахшида шудааст, ба поён расида истодааст ва алҳол маросими ба имзо расидани 20 ҳуҷҷати муҳим аз ҷониби сарони давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай идома дорад ва интизор меравад, ки аз рӯи натиҷаҳои саммити созмони ҳамкории Шанхай дар душанбе сарони давлатҳои узви ин созмон дар бораи оғози раванди қабули ҷумҳурии исломии Эрон ба ҳайси давлати узви комилҳуқуқи созмони ҳамкории Шанхай ба додани мақоми шарики муколама ба ҷумҳурии Мисри Арабӣ, давлати Қатар ва шоҳигарии Арабистони Саудӣ қарор қабул мекунанд ва сарони давлатҳо ҳамчунин дар бораи дабири кулли нави созмони ҳамкории Шанхай ва директори кумитаи сохтори минтақавии зидди террористии созмони ҳамкории Шанхай қарор қабул карда истоданд ва дар ҷараёни ин саммит натиҷаҳои асосии фаъолияти созмони ҳамкории Шанхай дар тӯли 20 сол вазъ ва дурнамои ҳамкории бисёрҷониба дар доираи созмон баррасӣ гардид. Уважаемые телезрители, итак, заседание Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, посвященное 20-летию создания ШОС,
в столице Республики Таджикистан, городе Душанбе, состоялась. Сейчас мы наблюдаем за церемонией подписания итоговых документов. В ходе юбилейного саммита обсуждались основные итоги деятельности ШОС за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия в рамках этой влиятельной организации. Ну, все, завершили? Завершили? А? Уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания, на этом очередное заседание Совета глав государств ШОС объявляется закрытым. Благодарю всех за активное участие в работе нашего заседания. Прежде чем прозвучит гимн ШОС, хотел бы проинформировать, что здесь же мы проведем совместное заседание глав государств и правительств стран-членов ШОС и ОДКБ. Сейчас впервые в истории прозвучит гимн ШОС. Прошу садиться. Уважаемые коллеги, уважаемые главы государств и правительств, еще раз искренне приветствую вас всех. Хотел бы объявить совместную встречу глав государств, членов ШОС и ОДКБ открытой. Повестка дня нашей встречи посвящена одному вопросу о критической ситуации в Афганистане. Афганская проблематика традиционно занимает важное место в повестке дня ШОС и ОДКБ. Государства-члены нашей организации уделяют приоритетное внимание этому вопросу. Мы выступаем за укрепление координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию. Таджикское председательство ШОС и ОДКБ совпало с периодом повышения уровня исходящих с территории Афганистана вызовов и угроз безопасности. Именно поэтому наша страна одной из первых поддержала инициативу сегодняшней встречи для того, чтобы мы могли воспользоваться уникальной возможностью собраться в новом формате и открыто обсудить складывающуюся ситуацию в Афганистане. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность всем вам, уважаемые коллеги, за проявленную солидарность в проведении этой встречи. Уважаемые коллеги, предлагаю следующий регламент встречи. Выступления будут озвучены только главами государств и правительств в пределах 5 минут. Я вас прошу очень, в пределах 5 минут. Будут ли другие предложения к регламенту и повестке? Принимается. С вашего позволения хотел бы выступить первым. Ввиду того, что у президента республики, уважаемые главы государств, нынешняя ситуация в Афганистане в силу стремительного развития событий стала ключевым вызовом безопасности нашего региона.
Сегодня эта соседняя страна без привлечения находится на грани гуманитарной катастрофы. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, уже сейчас более 90% населения Афганистана находится на грани голода. Поэтому нашим странам необходимо более осмотрительно подходить к оценке ситуации в Афганистане, так как это уже не региональная, а глобальная проблема. Очевидно, что насильственный захват власти в Афганистане не может гарантировать ожидаемые некоторыми государствами установления мира и стабильности в этой стране. Афганистан может столкнуться с дальнейшей эскалацией внутреннего вооруженного конфликта и противоборством между различными группами и этнополитическими силами, что неизбежно может привести к долгосрочному гражданскому противостоянию. Поэтому исходящие с территории Афганистана вызовы и угрозы в свете соседства с этой страной большинство государств-членов ШОС и ОДКБ будут оставаться актуальными в повестке дня наших многосторонних структур. Уважаемые коллеги, объявленное талибами временное правительство не отразило ожидания по его инклюзивности. Мы видим, что талибы, вопреки своим же заявлениям, идут по пути создания Исламского Эмирата чуждыми для современности порядками, а сформированное ими правительство состоит только из их членов. Убеждены, что только народ Афганистана во всем многообразии этнического и политического состава должен быть вовлечен в процесс определения будущего своей страны без вмешательства извне. На примере Паншера мы стали очевидцами жесткого подавления волеизъявления народа с попранием норм международного гуманитарного права. При этом вызывает удивление, что, несмотря на творяющееся бесчинство и беспредел международных сообществ в целом и правозащитные организации, в частности, сохраняют молчание и не делают шагов для защиты основных прав и свобод афганцев. Другим тревожным моментом является то, что ООН, Международный Красный Крест и другие международные организации оказались бессильными и не имеют доступа для оказания неотложной помощи населению Афганистана, в том числе жителям Паншера, который находится на пике гуманитарной катастрофы из-за полной блокады. Поэтому считаем, что государства-члены ШОС и ОДКБ могли бы задействовать весь потенциал и влияние как внутри Афганистана, так и на международной арене для инициирования широкого межафганского диалога с целью выработки дальнейшей платформы развития страны. К сожалению, достигнутые в Дохе договоренности не привели к положительным результатам продвижения внутри афганского мирного процесса. Таджикистан исходит из позиции, что будущее любого правительства в Кабуле последствия. We are afraid that the events of 1991 can also repeat in the country. I would like to call on the partners for creation of a reliable security belt around Afghanistan in order to resist the terrorist organizations and groups. And also
подтверждает необходимость оказания поддержки странами the support of the countries, particularly the immediate neighbors of Afghanistan, is very important. And in this regard, the withdrawal of international coalition forces has also been affecting the immediate neighbors of Afghanistan more seriously. In this regard, we also need to resist the different challenges and threats coming from this country. And also, wider use of the ICTs by the terrorist groups as well as destructive groups is also very concerning, and it would also lead to the expansion of в рамках и возможностей для предотвращения распространения деструктивной идеологии из Афганистана. В заключение хотел бы выразить уверенность в том, что сегодняшнее объединение придаст импульс нашему многостороннему взаимодействию по афганской проблематике. Благодарю за внимание. Да. Слово предоставляется премьер-министру Республики Индия Нарендра Моди. Пожалуйста. Слово передается президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, последние месяцы прошли под знаком ускоренной трансформации военно-политической ситуации в Афганистане. Появилась угроза ее дестабилизации. В мандат Организации договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества входят вопросы предупреждения и реагирования на подобные угрозы. Это обуславливает важность координации действий между нашими двумя авторитетными региональными структурами. Перед временным афганским правительством встал комплекс крайне сложных задач. Помимо стратегических целей, построения новой государственной конструкции и достижения общенационального единства, предстоит решать насущные вопросы выживания. Реальность такова, что решение проблем экономического коллапса в конечном счете будет предопределять состоятельность афганской государственности.